Это Тирасполь, и это территория Шерифа. Скромный клуб из Приднестровья – главная сенсация нынешней Лиги чемпионов. Они уже успели пройти 4 квалификационных раунда, обыграть Донецкий Шахтер и Мадридский Реал, и благодаря этому заработать сумму, превышающую бюджет клуба в 5 раз. Мы приехали в гости к Шерифу, чтобы понять, как это стало возможным и благодаря кому. Тренер из Украины, футболисты из Малави, Люксембурга, Перу, Узбекистана и других стран с 4 континентов. Валюта, которая не признается ни в одной стране мира. И банки, в которые УЕФА не может перевести деньги, заработанные за победы в Лиге чемпионов. Мы провели здесь 5 дней, посетили главный матч чемпионата Молдавии и первую домашнюю игру против суперклуба Миланского Интера в Лиге чемпионов. Нам дали полный доступ в раздевалку и автобус команды, на тренировку и тренерские совещания. Мы пообщались с игроками, руководителями, главным тренером Юрием Вернедубом, харизматичным человеком и прямым, ярким спикером. Своими глазами увидели, как президент клуба выходит на поле, чтобы остановить игру чемпионата. Поговорили с людьми, которые живут и пытаются делать бизнес в республике, которую не признает ни одно государство ООН. Этот выпуск про то, что в футболе возможно все. Давайте с нами. Все, прилетели в Кишинев, и сейчас нас ждет дорога в непризнанную республику. В Приднестровье, казалось, непризнанная республика на территории Молдавии, должны быть сложные и непростые отношения, как, собственно, обычно бывает с такими республиками, но здесь все удивительно. Можно спокойно поехать, можно спокойно пересечь эту границу. И, как я понимаю, что вообще со стороны Молдавии границы нет, есть только граница со стороны Приднестровья. Поэтому это очень любопытно. И самое главное, Шериф, команда из Тирасполя, но при всем при этом спокойно функционирует, играет в чемпионате Молдавии, находится под эгидой местной федерации футбола. И это, конечно, просто поразительно. Нам помогает Тимофей. Тимофей, привет. Едем, и просто темнота. Плохие дороги. Плохие дороги и темно. Первый пост мы проехали, это пост Молдавии, да? Пост Молдавии. Ничего не спросили, ничего не Обычно посмотрели? Никаких проблем. Тут уже практически баррикады стоят. Тирасполь это где будет? Сейчас будет? Вот сейчас будет, да. А вот ПМР. Международный пункт, между прочим, все серьезно. Юрий Николаевич, вы сейчас самый популярный человек в Приднестровье? Да, я думаю, это не я. Я думаю, что самое популярное сейчас клуб «Шериф», футбольный клуб «Шериф». И в первую очередь это наши ребята, которые действительно заслуживают уважения своим отношением, своей игрой за клуб «Шериф», как в чемпионате, точно так же и в Лиге чемпионов. Когда Рубин обыграл Барселону, Бердыев, который помню, обычно, да, без эмоций, он там упал, чуть ли не разрыдался, эмоции, все дела. Какие у вас были эмоции после Реала? Да точно такие же, наверное. Я помню, когда просто свисток уже судья дал об окончании. Упал тоже и на колени, и обниматься начали со всеми тренерами. Ну, это потрясающе, конечно. Эмоции сумасшедшие. Отрыв головы, как говорится. Но не более того. Я, опять же, пожали руки друг другу с Анчелотти, и я сразу же ушел в раздевалку. А что вам сказал Анчелотти? Поздравил с победой, пожелал удачи. Было видно, человек, конечно, очень подавлен был. Понятно, что такой клуб, тренер, я считаю, величайший. Мне очень импонирует этот тренер. Я уже где-то говорил, что я изучил его книгу, есть книга его, что он написал именно. Я ее изучил, и меня даже сын младший как бы пошутил, говорит: видишь, батя, ты изучил настолько Анчелотти, что смог обыграть его и Реал. Я говорю, ну, наверное, пошутили, посмеялись. А вы себе объясняли, лично себе, за счет чего Шериф приезжает на Бернабеу, обыгрывает Реал? Ну, конечно, я думаю, все-таки где-то была недооценка со стороны команды Шериф. Как бы мы ни хотели, там играют топ-игроки, топ-футболисты, звезды. Естественно, они не ожидали этого, думали, что в любом случае, ну,
Шериф-то мы обыграем. Мы, наоборот, подготовка шла, как всегда. Просто я ребятам сказал, если мы сможем не на 100%, а на 200, в 2 раза больше, прыгнуть выше своей головы, тогда мы действительно можем добиться какого-то результата. Но чтобы такого никто, я думаю, не ожидал. Понятное дело, что строили игру от обороны, и вся надежда была на наши быстрые атаки. То, что, в принципе, и прошло. Так, а стадион, вау, что открывается перед нами? Вот, собственно, это главная арена, которая готовится к матчу Лиги Чемпионов. Сколько вмещает, Ярослав? 13 тысяч. 13? Нормально. Идеально, я бы даже сказал. О, там работа прям кипит, я смотрю. Представляете, гуляю по этой базе и просто несколько шокирован от количества полей, стадионов. Там 2 арены было, главное и мало, а здесь еще целый манеж, где, по-моему, проводятся матчи в зимнее время года. По поводу Реала. Вы сказали, любимый клуб. Вы приезжаете в Мадрид. Да. Их Мне обыгрывают. друзья смеялись, думали, я тебя перебил. Говорят, за кого будешь болеть? Я говорю, я болею за Реал. Всегда. Кроме сегодня. Поэтому так и было. А что у вас в голове творилось? Забили первый гол, да. И мои друзья вокруг же сидели, все мои друзья, агенты, которые приехали, всех начали орать, знаешь. Ну, блин, я думаю, блин, рано радуйтесь, тихо, блин, всех говорю, молчите, нет, рано. Они сравняли, короче, и атакуют, сидишь на нервах, думаешь, блин, хоть так закончить уже ничего. Ну, этот цель взяли, выстрелили, такой гол забил. И я сам уже не выдержал эмоций, знаешь. И, ну, такие плохие слова там кричал, что уже эмоции выше крыши были, знаешь. Ну, фантастика была. Я не знаю, это... Я думаю, что вы даже такое себе представить не могли. Обыграть Реал. Нет. Кстати, я с Николаевичем, нашим тренером, были у босса перед этим. Ну, он обычно начинает, что все это, так, все плохо, короче, надо максимально это. Я говорю, Анатольевич, мы выиграем у Реала. Говорит, посмотрели на тренера, говорит, что он говорит? Что? Николаевич говорит, да, мы выиграем. Вот увидите, выиграем. Босс говорит, вы что, с ума сошли, блин? Давай вышли отсюда уже, блин, вы меня время тратите зря мое. Как можно Реал обыграть еще там? Я говорю, да вот вы увидите, мы обыграем. Вот клянусь, я не знаю, я сказал, Николаевич сказал одновременно. У нас была какая-то... Я не знаю, сейчас может кто-то смеяться начнет, что как вы думали это. Ну, блин, сказали боссу это. По поводу УЕФА. Я знаю, что у вас даже было общение с Чеферином. Да, было. Наш друг Илья Чебану была конференция УЕФА, или... Да, исполком УЕФА, точнее так будет. Благодаря тоже президенту Леониду Ильиченко. Первый раз, по-моему, УЕФА редко делает въездные исполкомы. Они приехали в Молдову, да, вот... Илюша, наш друг, позвал Чеферина, мы Шахтера обыграли, следующий день было. И говорит директор Шерифа, говорит, о, молодцы, поздравляю. Следующая игра с Реалом, обыграйте Реал, пожалуйста. Это, я не знаю, сейчас Чеферин... Ну, он попросил, что обыграйте Реал. Я сказал, президент, окей, no problem. И как раз так получилось, что обыграли, знаешь. Для них вообще идеальная история. Реал хотел Суперлигу, а вы пример маленького клуба, который вырос и обыграл Реал. Это вообще классика. Ну, вот я не знаю, сейчас Чеферина, чтобы не сдал или как-то получился, или я не знаю. Наоборот, он благодарен быть, что вы обыграли. Чеферин сказал, что давайте, обыграйте. Ну, типа, он болеет за слабых, наверное, да. Он нормальный чувак, и поэтому он очень такой, блин. Я не думал, что такой будет. Очень простой человек. Одно из открытий последних месяцев РПЛ – 22-летний защитник Урала Арсен Адамов. В начале октября Валерий Карпин после травмы Самошникова впервые вызвал Адамова в сборную. А уже в это зимнее окно футболист может пойти на повышение в клубной карьере. На него претендуют Ахмат и Краснодар. Грозненский клуб, который Адамов покинул в январе, очень хочет вернуть игрока уже этой зимой. Но по моей информации, Арсен пока склоняется к варианту перехода в Краснодар. От РПЛ к КПЛ.
в ближайшие выходные в Лондоне пройдет очередной большой матч. Челси на Стэмфорд-Бридж примет Манчестер Юнайтед. Главная интрига, поможет ли долгожданная смена тренера манкунианцам отобрать очки у лидера АПЛ. Еще один клуб, которому сейчас приковано повышенное внимание из-за тренера – Барселона. Боссы Барсы свой выбор уже сделали, и Хави ждет первый выезд после возвращения в родной клуб к Унай Эмери и его Вильярреалу. Смотреть эти и любые другие матчи АПЛ и Ла Лиги можно эксклюзивно и совершенно бесплатно в приложении Винлайн. Достаточно пройти простую регистрацию, заполнив поля с ФИО и номером телефона. И весь мир АПЛ и Ла Лиги у вас в кармане. Скачиваем мобильное приложение Винлайн, регистрируемся, наслаждаемся игрой и классным футболом. Давайте вернемся в Мадрид. Обычно перед такими матчами говорят тренеры подобных команд, что говорить что-то футболистам не надо, все и так понятно. Какая была у вас речь в раздевалке в Мадриде? Да нет, это неправильно, я считаю. Мы, во-первых, очень серьезно готовились к этой игре. Мы изучали своего соперника, точно так же, как Шахтер и также Реал. Я всегда говорю, что у любой команды, пусть она самая топовая команда, есть как очень сильные стороны, точно так же есть слабые места, которые, если досконально изучить и показать команде, то всегда это принесет какие-то дивиденды, то есть плюсы. Понятно было, что везения тоже было очень много, и я этого не исключаю, но, как я всегда говорю, тоже везет тем, кто этого заслуживает. Я думаю, ту работу, которую мы провели с командой, наверное, мы заслуживали того, чтобы как минимум показать достойную игру. Они до этого, до игры с нами играли двумя схемами. Или 4-3-3, или 4-4-2. То есть мы готовы были к тому, что эта команда начинает очень мощно, начинает с такого высокого прессинга, заставляет соперника ошибаться и на этом ловит и забивает свои мячи. Но при этом прессинге у них есть зоны, где можно спокойно через них выйти. Если они играют больше 4-3-3, они перестраиваются, есть у них этот волнорез, центральный полузащитник, специально не буду называть опять имя, это самое, который очень часто при давлении на его допускает очень много ошибок. И эта статистика есть и в Инстате, и во всем. Поэтому если мы сможем это место повлиять, то, возможно, у нас появятся хорошие зоны. Плюс правый фланг очень любит включаться в атаку, но по возвращению назад не очень хорошо возвращается. И опять же появляется на нашем, наоборот, левом фланге вот эти вот огромные зоны, то, как мы забивали вот этот первый мяч. То есть спокойно разыграли, вышли в правый фланг, через правый фланг развернули атаку на левый, там, где вот появилась эта зона. Ну и Крис здорово подключился, наш левый защитник, и сделал эту передачу, которую Якшибоев забил. То есть мы это понимали, видели, и вот оно сработало. Вы заработали 20-25 миллионов евро. Еще хотим больше заработать. Можете больше? Да. Это в сколько раз больше вашего нынешнего бюджета годового? Ну, 20, ну, где-то 5 раз. В 5 раз? То есть бюджет 5 миллионов у вас? Ну, плюс-минус, да. Что вы с этими деньгами будете делать? Ну, если ты умный человек, надо грамотно вложить эти деньги. Научите меня. Ну, это уже пускай президент решает. Ну как, вы собираетесь там сейчас купить игроков уже не за 100 тысяч евро, а за миллион евро? Обещал президенту, что сейчас мы ни за что не сделаю так, что, например, раз мы попали в Лигу чемпионов, заработали деньги, бюджет зарплаты вырастет, или трансфера будет. И я сказал, что вот эта линия, которая идет, я буду стараться держаться. Надо это держаться, это работает. Пока. А дальше куда потратить эти деньги? Я не знаю. Дай бог. Он же все платил свои деньги, можно так сказать. Да? Сколько лет? 22 года? 24. 97 года, 24 года. Он свои деньги платил. Сейчас есть возможность, вот что заработали, вернуть долг. А дальше он сам уже распределится. Это я не знаю. Главная арена, малая арена, манеж, 8 полей. Все это построил Виктор Гушан, главный человек в Приднестровье, главный бизнесмен, человек, который здесь все практически полностью контролирует. Но он максимально не публичен. Всего лишь одно интервью
датирован 2005 годом. После этого молчание. Он даже особо не появляется на публике. Здание за моей спиной. Как вы думаете, что это? Я долго не мог поверить. Это голубятня. Оказывается, у него есть страсть, и поэтому он так любит этих птиц и строит им такие здания. Реально, прям смотрите. Я, честно, очень боюсь птиц. Я насмотрелся в детстве фильма Хичкока, и, в частности, фильм «Птицы». И поэтому у меня какой-то страх перед птицами раньше был. Сейчас, конечно, он пропал. Но все равно такое количество голубей в одном пространстве, это несколько пугает меня. Мне кажется, что не у каждого даже очень-очень успешного гражданина Приднестровья есть такой дом, как у этих голубей. Да, Виктор Гушан не жалеет денег на свои увлечения. Вообще, когда мы говорим про «Шериф» и Виктора Гушана, мы должны иметь в виду не только футбольную команду, но вообще целую бизнес-империю, потому что здесь не только футбольный клуб, академия, поле, стадион. Здесь еще и заправки, супермаркеты, магазины. Чего только нет с названием «Шериф». Даже многие называют Приднестровье не этим названием, а просто Республика Шериф. Итак, первое, что мы делаем, решаем вопрос с деньгами. Нам нужна местная валюта, поэтому, так как здесь в ходу рубли приднестровские, нам надо их как-то получить. Здравствуйте. Поменяйте 200 долларов? 200? Да. Вот курс. Деньги, наверное, небольшие, но я думаю, что в Приднестровье нам на первое время уж точно хватит. А сколько это в местных рублях? 3260. Это много или мало? Ну, пожить пару дней. Хватит нам? Ну, в зависимости от ваших потребностей. У нас минимальные потребности. Мы очень скромные. А у вас есть фишки? Мне рассказали про ваши фишки знаменитые. Да, знаменитые фишки есть. Можно вместо какой-то купюры? Можно. Спасибо. Я слышал, что здесь есть нереальные фишки. Ну, точнее, это монеты, но они выглядят как фишки в казино. Правильно? Типа. Посмотрим сейчас. Любопытно, что эта валюта в ходу только в Приднестровье и нигде более. Ну и, конечно, самое главное, что мы должны все деньги, которые получим сейчас и будем получать все это время, должны тратить только здесь, потому что даже в Молдавии их обменять невозможно на леи либо на другую валюту. Карты, MasterCard, Visa здесь не работают. Только есть МИР и есть местная платежная система, называется «Радуга». Но так как у меня ни того, ни другого нет, поэтому сейчас буду жить как в старые добрые времена, только с наличными. Слушай, такое ощущение, что я просто всю вашу кассу снимаю. Забираем деньги. А вот и фишки знаменитые. Сколько фишки? Так, реально как будто в казино. Суворов. 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 Еще Екатерина есть. А Екатерина на какой? На 500-ке я вам дала. А, вот она, Екатерина Великая. Румянцы дунайские. Давайте я вам еще по 100 отдам. Тут есть еще Дмитрий Кантемир. Это кто? Дмитрий Кантемир. Дмитрий Кантемир. У нас есть и фишки, у нас есть и разные купюры со всеми местными героями. В общем, первая проблема решена. У нас есть местная валюта. И представьте, сколько должен был бы получить «Шериф» в этих деньгах, если бы получил все призовые от УЕФА. Там 25 миллионов евро минимум. И сколько было бы таких бумажек у «Шерифа»? Очень много. Я, когда готовился к поездке туда, я немножко удивился. УЕФА не может заплатить деньги «Шерифу» из-за проблем с банками. Друг мой, я чуть шире объясню ситуацию, как на самом деле проблема. Деньги с УЕФА приходят в евро, да? Приходят в Молдавскую Федерацию, а потом Молдавская Федерация перечисляет нам. Но везде так, по-моему, я не знаю, по-моему, в России тоже так. Государственные деньги – лей. Это примерно выходит, где-то 400 миллионов лей выходит. И я должен забрать 400 миллионов лей, а здесь я не могу его использовать, понимаешь? Я же зарплаты не плачу леям футболистам. Я трансферы агентские я же не плачу в леях. Я же евро плачу все. Мы просили молдавские власти, чтобы открыли евросчет в банках Молдовы. Понимаешь? Чтобы мы, например, пришли деньги от УЕФА, и сразу 20 миллионов пришел, 20 миллионов открыли евросчет и положили евро, и я оттуда плачу уже деньги, понимаешь?
Вот они это не идут навстречу. Я не знаю почему. Мы в молдавском чемпионате играем. Для Молдавии сделали самое большое. Никогда, я не знаю, еще такое будет. Шериф работает реально. Мы же в чемпионате Молдовы играем. Я не хочу обсуждать политику. Я не хочу обсуждать, что здесь творится или чего-то. Для перуанца, например, как объяснишь или для молиться, что здесь политика? Нет, они не знают. Они играют в чемпионате Молдавии, они играют под эгидой УЕФА. Мы просили очень сильно. Даже президент Федерации, спасибо ему большое, приезжал Чеферин, через него даже просили, чтобы открыли валютный счет в банке Молдовы, чтобы нам легче было работать. Эти деньги мы не украдем, никто в карман не поставит. Это будет все прозрачно. Наоборот, в твоем банке открываешь счет, ты же видишь, какие мы делаем переводы, операции какие делаем. Я не знаю, почему не делают, и я не знаю, вот уже какой день обещают, но пока на месте стоит, и мы наши деньги не забрали еще. А теперь о «Зените». Кажется, мы наблюдаем последний сезон команды в таком виде, и летом Симаку предстоит глобальная перестройка. Сразу по нескольким системообразующим игрокам есть вопросы. Я уже рассказывал о ситуации с Сердаром Азмуном. Также летом заканчивается контракт у Ярослава Ракитского, и пока нет новостей о его продлении. Плюс до сих пор нет ясности, как сложится судьба немолодеющего Артема Дзюбы. В последнее время он все чаще и чаще остается на скамейке запасных. Поэтому вполне вероятно, что следующий сезон «Зенит» начнет сразу без трех своих лидеров последних лет. И цикл этой команды закончится. Симак уже выиграл с «Зенитом» 3 чемпионства, и по вкладу в клубный музей с ним может сравниться только Дико Адвокат, у которого кроме внутренних трофеев было еще 2 больших европейских победы. 13 лет назад «Зенит» выиграл кубок и суперкубок УЕФА, а Sports.ru снял большой документальный фильм про становление той команды и ее главных героев – Дико Адвоката, Андрея Аршавина, Анатолия Тимощука и Павла Погребняка. В названии фильма обыгрываются строчки из клубного гимна «Кубок УЕФА», «Наш Зенит возьмет» и победную песню споет. Но независимо от клубных предпочтений, я рекомендую этот фильм посмотреть всем. Получилась очень содержательная и ностальгическая история. Фильм уже доступен эксклюзивно в видеосервисе Винк. Используя промокод Нобель, его можно посмотреть бесплатно. Кроме того, промокод дает доступ к 110 ТВ-каналам, библиотеке, 17 тысяч фильмов и сериалов на 1 месяц. По ссылке в описании все детали. Переходим и наслаждаемся просмотром. Что из себя сейчас представляет Приднестровье? Маленькое, независимое, гордое государство, которое пытается добиться своей независимости юридически, а не фактически, как мы сейчас являемся. То есть вся основная задача и проблема Приднестровья — его непризнанность. И ситуация в том, что весь и бизнес, и работа предприятий, торговли, она вся завязана с тем, что у нас границы, и с одной стороны, и с другой не всегда дружественны к нам государств, потому что в последнее время так случилось, что и Украина, и Молдова стараются больше чинить препонов для Приднестровья, чем идти навстречу или дружить. Может ли человек здесь жить комфортно, успешно, не находясь в системе группы «Шериф»? Да, есть такие люди, конечно. То есть у «Шерифа» очень много, но не все. Есть компании, которые работают, фирмы, мелкий, средний бизнес. Просто у «Шерифа» были деньги для покупки и инвестирования в крупные предприятия. Если были деньги, они этим и занялись. Просто у других людей денег не было. А за рубеж, зарубежные инвесторы сюда боятся вкладывать деньги. Да, это основная тоже проблема, что мы не признаны, и получается, что вложить сюда деньги, это... Их потерять. Как потом найти? Но вкладывались, да. То есть у нас покупали российские бизнесмены, Рыбницкий металлургический завод, но с учетом проблем ведения бизнеса, я так понял, что они просто отказывались от своих денег, вложений сюда. Получается, что часть фирм попадает на двойное налогообложение. Мы же считаем себя самостоятельным государством, у нас платятся налоги внутрь бюджета Приднестровья. Но если компания работает на экспорт, им приходится частенько платить и в Молдову налоги. То есть это двойное налогообложение, это очень тяжело для людей, для бизнеса, любого, мелкого, среднего, большого, как бы. Да, и проблемы, по большей части создаются искусственно. Важа, вы играли в «Шерифе», да, и находитесь здесь с 1999 года. Как вы сюда приехали?
Приехал, был у меня такой агент Илья Кокая. Ну вот Грузии меня сборную первый раз пригласили, сборная Грузии Гуцаев пригласил. И потом вот сыграл там с Эстонией сыграли, с Украиной сыграли. И Кокая предложил нашего нынешнего президента, ну, Шерифа, ну, мою кандидатуру. Приехал на просмотр, и было, я помню, 4 января, 5 января сыграли, снег был. Стадион с снегом был, я не знаю, я вышел, я думаю, как я буду играть. В Грузии снега нету, здесь снег есть. Ну, надо было сыграть, и сыграл, и вот с тех пор остался тут. Сколько лет длилась ваша игровая карьера, получается? 41 закончил. Вас ничего не удивило в Тирасполе, в Приднестровье, что вы так остались на всю жизнь практически здесь? Я не знаю, как сказать, это, наверное, книгу напишу когда-нибудь. Но ну, так сложилась ситуация, что я не хотел никуда ехать, это правда. Но президент у меня такой, что он так распоразил, что я уже даже сейчас никуда не уеду. С президентом буду до конца. Почему? Блин, ну он такой харизма, он такой человек, что он постоянно максималист, знаешь, сильно. Маленькая история расскажу. Мы с Загребом играли, 0-0 сыграли. Звоню, поздравляю, он говорит, а у нас через 3 дня была чемпионата игра. Говорит, готовься уже к этому матчу. Я говорю, Анатольевич, дай сначала отпразднуем этот, знаешь. Говорит, думай о той игре в чемпионате, у нас мы отстаем по очкам, надо догонять. Человек даже в этот момент думал, у него мечта была Лига чемпионов, и думал об этом, что надо сразу забить это и уже на завтрашний день. Кто более влиятельный человек в Приднестровье? Глава республики или глава компании «Шериф»? В отношении политической жизни, конечно же, глава республики. Но бизнес не всегда, то есть по последним событиям, насколько вы, если в курсе событий в Молдове, когда сняли олигарха Плохотнюка, объявили международный розыск, Плохотнюк тоже влиял во многом на жизнь в Молдове, но получается, что политические лидеры, которые именно политики, они смогли его сместить, опять же, с помощью России. Но как только средний бизнес начнет расти и составлять конкуренцию «Шерифу», я допускаю, что «Шериф» это не допустит. Я предполагаю изначально, что весь бизнес, который мог принести хороший доход, на который «Шериф» рассчитывает, они уже купили. А это нормально монополизация? Для народа, для республики? Сейчас у нас впереди выборы президентские. Часть конкурирующих кандидатов в президента действительно выступает, их основная идея — демонополизация республики для равного ведения бизнеса. То есть получается, что да, они считают, например, что у «Шерифа» много льгот и преференций, и им дается даже государством, ему дается чего-то больше. Но по факту «Шериф» самый крупный налогоплательщик, и все компании, которые... То есть если посмотреть, наверное, десятку наших налогоплательщиков, самых крупных в государстве, все эти компании — это все «Шериф». Вы говорите, у «Шерифа» были деньги. Когда это было и откуда у них были деньги на все то, чтобы все скупить? Знаете, если провести параллели с той же Россией, когда началась массовая приватизация, как люди, которые, например, Ходорковский, компания Березовского, как они смогли купить все крупные предприятия в России? Откуда у них было столько денег? Получается, что государство хотело, чтобы это было не под контролем бандитов, которые активно развивались в 90-е, а под каким-то контролем бизнеса. Действительно бизнеса, который смог бы не угробить государство и эти предприятия. Они занимались продажей. То есть купи, продай. И потом начали очень активно расти магазины. И то есть они первые увидели эту струю открытия супермаркетов. Кто-то открыл один, а они открыли за это время 10. То есть 1, 2, 3, они не останавливались ни на чем, как бы. И этим, да, они задавили просто конкурентов. В Москве локдаун, закрыто все, даже барбершопы. Поэтому нашел здесь, в Приднестровье, в Тирасполе, довольно модное место, учитывая мою прическу. Примерно раз в неделю я хожу, стригу бороду. Надеюсь, парни мне помогут. Тем более парень довольно модный. Я даже немножко удивился. Такое заведение, где вроде все есть. Поможете мне, ребят? Абсолютно. Легко. Давай. Окей? Окей, погнали. Вино, шампанское, виски. Вино есть гагаузское. Шампанское не надо, нечего праздновать пока. А вино какое? Вино местное? Да, местное. Сосед мой сверху, Серега. Да ладно. Да, не серьезно. Сегодня самое смешное, вчера он был на стрижке, и я ему говорю, Серега, говорю, я люблю вино. Он говорит, так я, говорит, вчера 100 литров, говорит. И реально показывал. 100 литров? Да. Он мне фотки показывал, как он со шланга качал в бочку. Я такой, давай. И самое смешное, я сегодня вообще забыл. А он принес. Ну, давай. Отлично.
Блин, нормально в Москве наливают модный кофе там. Могут виски налить, а здесь вот такое вино. Слушай, ты довольно такой молодой, там, модные, татуировки. Ты вообще что делаешь здесь? Почему ты не в Москве там, или, я не знаю, где-нибудь в Европе осел? Ну, я сам родился в Гагаузии и поменял... В Гагаузии. Это Молдова, юг Молдовы. Ага. Да, и поменял достаточное количество школ и очутился в 10 классе в Беларуси, в Минске. Ага. Вот. Там закончил школу, и была возможность поступить, там остаться, но я выбрал Одессу, поступил в Одессе, закончил там институт и подумал о том, что же делать дальше. Ну и приехал сюда, здесь мать была, и сюда приехал, здесь обосновался. А мама здесь жила? Да, на тот момент, да. Слушай, а кто ходит в барбершоп вообще? Разные личности, абсолютно. То есть это могут быть люди, которых я имена не могу говорить, а могут быть абсолютно А чьи это не можешь говорить? Нет, ну я это образно имею в виду. Есть у нас определенные люди, которые не хотят вообще, что в принципе люди знали, что их стригут. Ну, Президент шерифа, что ли? Он у меня особо хочет. Нет, я думаю, что его дома обслуживают. Дома? Ну, наверное, я не знаю. Вы всю жизнь в клубе играли, сейчас руководите. Название «Шериф». Откуда оно появилось? Наш президент, бывший сотрудник органов, поэтому, я не знаю, его было, наверное, что шериф, я не знаю. Наверное, его ассоциации такое, да. Наверное, так и было, да. Вас обижает или радует, когда многие называют Приднестровье республика шериф? Ты знаешь, людей бывают разных. Я не хочу податься... Нет, я понимаю, что здесь все есть. Заправки шериф, казино шериф, магазины шериф, клуб шериф. Республика шериф. Ну, да, и вы в городе были, да? Посмотрели в центре, как выглядит. Это 10-15 лет назад не так было, или даже 20 лет, когда я приехал. Это благодаря президенту, шерифу построено все это красивое. Для людей. Он же мог не построить, например. Построил все здесь, красиво все сделал. Такой комплекс построил. Еще строит. Полей видели, сколько считали? Я иногда путаю, блин. Сколько у нас полей? В футбольном плане Виктор Гушан максимально закрыт. Как я понимаю, это касается вообще, в принципе, всей бизнес-империи. Вы знаете, почему такой закрытый главный бизнесмен Приднестровья? Ну, я так подозреваю, что большая часть людей с большими деньгами, наверное, не хотят афишировать свою жизнь. Но давайте я вам скажу так. Во-первых, он не единственный владелец вот этой всей огромного холдинга. Их двое. Есть Гушан и есть Казмалой. У них бизнес поделен. То есть почему-то все активно упоминают всегда Виктора Гушана, но есть так же самое. То есть, например, мобильная связь, Интернестерком наш, опять же, монополист, его владелец не Гушан. Ну, то есть они, я так подозреваю, что бизнес, дружба, там, что такое. То есть это одна общая компания, но почему-то все упоминают только Гушана, хотя владельцев там не один. Сам Гушан, да, он скрытный, ну, не знаю почему. А так вообще бизнес, не, то есть они могут дать интервью, могут пообщаться. Они сидят, большая часть сидит у нас в парламенте. Они, депутат у нас, как бы, так получилось после последних выборов в парламент, что у нас он стал однопартийным. То есть партия бизнеса, обновление, она заняла все места. Ну, то есть я правильно, что даже в парламенте большинство представителей шерифа? Да, все. Скажите, вот история с газом, которая была вот последние месяцы вокруг Молдавии и России, как это все ощущалось здесь, в Приднестровье? Вы тоже покупаете газ в России? Да. Мы покупаем... Или бесплатно получается? Нет, как мы можем бесплатно? Люди платят за газ, предприятия платят за газ. Ситуация в том, что у нас наш бюджет нашего государства настолько дефицитный, даже я не смогу вам передать, по-моему, 50%. То есть из нужд, которые государство рассчитывает, сколько им нужно на год, мы покрываем только налогами, там, всем остальным только 50%. И нужны на все остальное, на пенсии, там, зарплаты бюджетникам, нужны деньги. И какое-то время назад, еще при позапрошлом президенте Игоря Николаевича Смирнова, возникла такая ситуация, действительно, что из-за кризиса, из-за нехватки бюджета государство перестало перечислять деньги за газ. Они оставляли их в отдельном каком-то фонде резервном для покрытия дефицита бюджета. Это не бесплатно. Долг этот растет. Долг Приднестровье не отрицает, но Россия не давлеет, чтобы мы его вернули. Потому что, по факту, если сейчас, по-моему, оглашалась цифра $8 миллиардов, Приднестровье должно за газ. Когда шли переговоры
Молдовы с Россией по поводу газа, Россия упоминала только долг Молдовы, 700 миллионов. Про вот эти 8 миллиардов Россия не упоминает. То есть вот это наша дружба, да, получается, что Россия помогает нам вот этим. То есть напрямую деньги не дает, например, но вот этим тем, что они не требуют пока. Ну, мы в любом случае, если мы разовьемся, если у нас получится, то мы, конечно, будем платить за этот газ. Никому не хочется быть должником. Еще и таким. Я себе просто представляю, что если эти 8 миллиардов поделить на 400 тысяч населения в Приднестровье, то тут, наверное, каждый уже должен продать квартиры, машины и самому в рабство уйти на долгое время. Вот эта прямая помощь газом, это, да, действительно, мы должны быть за это очень благодарны. То, что она не давлеет и не говорит, что мы вам газ перекроем, а мы тогда просто тут вымрем. То есть тебе живется комфортно. 30 лет парню. Такой весь модный, тут здесь рэп, баскетбол, Чикаго Булл, все дела, и тебе комфортно здесь, да? Да, мне комфортно. У меня родной брат, он живет в Москве, и у них, так скажем, сложилась хорошо карьера, и он приезжал буквально недавно с Москвы на 1,5 часа. То есть мы не виделись 6 лет, реально 6 лет мы не виделись, и он приехал на 1,5 часа, он менял паспорт, у него молдавский паспорт до сих пор. И он мне сказал, он говорит, что вы тут делаете, он говорит, я не могу, говорит, здесь находиться. Он был в том же ресторане, в котором вы были, вот, ну мы там сидели. Да. И мы сошлись на том, что нет, все-таки в Москву я не поеду. Хотя у них там торговый центр, то есть есть площадь, где можно было, казалось бы, открыть еще один барбершоп. Но это, наверное, не мой путь. Подожди, а какое здесь будущее у тебя? Я с детства был очень таким, я всегда искал возможности заработать. Я в Гагаузии, наверное, жил не с обеспеченной семьи, так скажем, вот, но тем не менее. Всегда я не нуждался ни в чем. Мне всегда хотелось работать, чем-то заниматься. Я считаю, что абсолютно любой человек может себя реализовать вообще везде. То есть, находился бы я в Москве, в Белоруссии, или я сейчас поеду в маленькую Гагаузию, в город Камрад, где я вырос, это не имеет значения. Люди у нас, к сожалению, я часто слышу в кресле, сейчас эти люди у меня уже не обслуживаются, объясню потом почему. Я слышу от них о том, что вот плохо здесь, надо уехать, у нас очень много, к сожалению, уезжает в Европу, это правда. Вот, многие в России. Но я убежден в чем? В том, что если человек захочет, он может абсолютно все, вообще все, то, что ему, то есть задумается. И я предоставляю эту возможность этим людям. То есть я преподаю курсы, обучаю людей для того, чтобы люди оставались здесь, развивали эту культуру. По поводу призовых. У другой команды «Сенсации» из бывшего СССР, команда Астаны, знаете, какая была история с призовыми? Они договорились с тренером, что он, если команда выходит в группу Лиги Чемпионов, получает 30% от призовых денег. Вы это обсуждали? Нет. У вас есть пункт в контракте, что вы... Нет. Я вам честно скажу, шел сюда, у меня больше было желание попробовать себя с начального пути Лиги Чемпионов и что получится. Отвечаю это как есть. А финансовая мотивация? Финансовая была только зарплата одна до лета. Если мы попадаем в группу Лиги Европы, то она увеличится. Именно зарплата. Но не процент призовых. Но не процент призовых. Не было говорено. Но я сразу же отмечу, здесь я могу только благодарные слова сказать в адрес и генерального директора, и, наверное, в первую очередь это президента, который дал эти бонусы, которых у меня не было прописано, и их получила вся команда, тренера, я с ними. То есть мы бонусы получили. Ну, на всю команду 30% от призовых? Я не буду говорить сколько, но скажу, достаточно неплохие деньги. Для меня это очень хорошие деньги. И я думаю, все ребята, которые тоже получили эти бонусы, те, кто именно по максимуму сделал вложение, они довольны. То есть дали больше, чем было прописано? Конечно. Это только говорит о том, что президент тоже мог бы и не делать этого, но он идет на это. Потому что я представляю, что у него тоже в душе творится, когда команда попадает в группу Лиги Чемпионов. Как часто вы с ним общаетесь? Пока он представляется максимально закрытым человеком для нас. Для меня он не закрытый человек. Я с ним, как минимум, пару раз в месяц, это минимум, а то и больше. Все зависит от того, как команда идет, как она играет,
какой результат показывает. Телефонный разговор или ужин, встреча какая-то? Нет, встречаемся, разговариваем у него в кабинете, в офисе. Я и Важа Эдуардович. Втроем сидим, обсуждаем. Я скажу, что есть много таких вещей, которые, вот он говорит о футболе, но все-таки 24 года содержит клуб и имеет клуб. Достаточно футбольный человек. Я знаю точно, что он смотрит все игры наши. Чемпионат, Лига чемпионов вообще не. Все, что мы играем, чемпионаты европейские, здесь он на всех играх. На всех. Да, на выездах он не ездит, но он их смотрит по телевидению. Какой был самый необычный совет, может быть, претензия от него? Не, ну, то, что было, я не буду ничего. Человек достаточно серьезный, человек достаточно амбициозный, человек достаточно такой жесткий. Но это его право. На то он и есть президент. Поверьте, я прошел школу, у меня был президент в свое время в «Металлурге» в Запорожье Дворецкий Игорь Владимирович, который сегодня проживает там, ну, не на территории Украины, а в Швейцарии. Ну, я скажу, я такую школу прошел. А что там было? Даже рассказывать не надо. Ну, расскажите, интересно просто. Школу прошел, огромную школу. Тренировал, я 3 раза уходил, он 3 раза меня возвращал. На тренировки приезжал, мог приехать потренировать, я сразу уходил, говорю... Потренировать? Да, вот ему хотелось где-то... Я говорил, Игорь Владимирович, на поле 2 главных тренера быть не может. Я сразу уходил, чтобы даже не хотелось. Он оставался, возмущался, кричал. Я говорю, не-не-не, я уходил. Просто, он говорит, все, уходи. Я говорю, все, не вопрос. Сумку собрал и домой. А он со свистком? На следующий, да, пусть на следующий день давай возвращайся. Я говорю, все, потренировали, продолжаем дальше. Но я не допускал никогда, и я думаю, никогда этого не допущу, чтобы президент мог меня обозвать или там то самое. Мы люди, мы должны уважать друг друга, и я себя всегда сдерживаю. Бывают моменты в плане, что там на футболиста где-то матом скажешь, где-то оскорбление проскочить. Может, я эмоциональный человек тоже. Я сразу делаю стоп, и мало того, что не только перед ним, а при всей команде всегда принесу свои извинения, пожму руку. Эмоции. Шериф — это не только Лига чемпионов, но и чемпионат Молдавии. Мы приехали за несколько дней до матча с Интером в город Хинчешты. Здесь сегодня матч у Шерифа против местной команды. Ну и вот, соответственно, что мы видим. Парковка. А вот сам стадион. Давайте пройдем. Хочется посмотреть, как футболисты, которые теперь играют на Сан-Сиро и Сантьяго-Бернабеу, выступают также в чемпионате Молдавии вот на такой арене, которая, если честно, вызывает вопросы. Петрокуб, соперник сегодняшний Шерифа. Пока у меня вопрос, где раздевалки? Ну, судя по всему, из того, что я видел, раздевалки находятся вон там, вон то желтое здание. Вот такой мир футбола. Сегодня ты играешь против Петрокуба вот на этом стадионе, а через 3 дня играешь против Миланского Интера. Тимофей, это стадион такой классический для чемпионата Молдавии или нет? Ну да, это классический стадион для нас. А я читал, тут тоже какой-то такой энтузиаст, да, владелец Петрокуба? Ну, это для него, это как не то, что бизнес, это для него хобби, это команда. Социальный проект, да? Это социальный проект, это да, это что-то душевное он делает. В прошлом году заняли 2-е место. Играли в Еврокубке, в Conference League. Выиграли у команды из Македонии, Силекса, наверное. Во 2-м раунде играли против Сиваспора. Ну, сегодня кто выиграет? Шериф должен выиграть. Вот здесь будет матч чемпионата Молдавии. Несмотря на то, что стадион совсем скромный, но туда даже диджей есть. Диджей?
Юрий Николаевич, как газон? Нормально. Нормально? А стадион вообще? А? Стадион, сама арена? Это наши реалии. Что есть, то есть, а что делать? Уже совсем скоро матч. Петрокуб Шериф, чемпионат Молдавии. Есть отдельные зрители. Можем их обнаружить. В целом, Маша тоже появляется здесь. Пускай, конечно, такой локальный. Даже, можно такое сказать, не совсем ощущение большого футбола, но он есть. И это круто. Ну и, конечно, Шериф для молдавского футбола это как, ну, ПСЖ для французского чемпионата. Или, может быть, Зенит сейчас для российского. Это что-то серьезное и большое. Вполне себе ажиотаж. Arbitrii adiționali Igor Bocșa și Andrei Breguța și observator din partea Federației Moldovenești de Fotbal Vladimir Afanasiev. За кого болеете? Раз задний ударил, второй раз задний. Спейс! Стоит, блядь! Заберите! Пускай дома! Что ты хочешь от меня? Ну ты пошел! Иди отсюда! Я и не зона, блядь, метр, ты что, я в тюрьме, блядь, метр вышел, блядь, ты, блядь. Куда, блядь? Все, Динам. Ты что судишь, ты? Беги, пустой. Алло. Блядь, а что ты орешь? Там лицо разбил. А что, Николай? Ну просто, Лилиан, ну что скажи? Что ты с отцом надумаешь? Какое все? Он прыгает. Виктор! Нахуй! Поймали судей, бля, нахуй! Он сам себе разбил лицо, да? Кончено! Как он в форме работает? Что, как он себя ведет? Позови центрального, дай карточку, он успокоится. Он всегда такой эмоциональный? Он всегда такой, да. Ему надо карточку дать, он спокойно будет сидеть. Где разбитый? Что ты рассказываешь? Где разбитый? Разбитый, бля. Баран! Ну не желтая, блядь! Все! Захарий! Твой рот вонючий, блядь! Чтоб ты сдох, нахуй, сука! Рома! Послушай, он поплыл, успокойся, я тебе скажу. Меня не интересует. Да он не поплыл, ты не можешь разговаривать, поплыл, блядь. Белый, блядь, ты не можешь разговаривать. Ты белый, ты не можешь выиграть слово. Где он разбитое лицо? Где разбитое лицо? Ты орешь. У нас тут события приобретают какой-то серьезный размах и масштаб, потому что очень много недовольных в клубе Петрокуб судейством. И, как я понимаю, сейчас президент клуба пошел общаться со своими оппонентами, представителями клуба «Шериф». А на поле прям страсти. Закройся, бля! Сядь, Геннадий, сядь, бля! Мало того, что нищие молдаване здесь играют, вы еще издеваетесь. Ну, нахуй, блядь, за 300 евро пацаны играют, вы убиваете. Сука, доебали, блядь, пошел ты. Оставь ты его, блядь, Геннадий, оставь, пожалуйста, не заводи меня. Все очень серьезно, потому что, по-моему, президент клуба Петрокуб пошел уводить свою команду с поля. Вот так мы попали на какое-то просто невероятное событие в чемпионате Молдавии. Что это за цирк, блядь, выходят
Что, судьи не могут разобраться, я не пойму. Президент вышел на поле, блядь, разбираться. Пусть уводит всю команду. А президента я не должен? Почему нет? Николай! Пошли все! Я выйду! Тут такое все же переросло в противостояние Приднестровья-Молдова, потому что сейчас просто весь стадион кричит «Молдова, Молдова». Ну, видимо, здесь что-то уже совсем серьезное и не футбольное. Da cum îți bat joc pe titete? Și șeriful ăsta e Moldova, ai văzut singur cu ochii tăi? Eu văzut, ai văzut. Și super. Minimum pe țară. Какой это чемпионат? Это колхозный чемпионат. Я такого еще не видел нигде. Это надо с ума сойти. Да иди же закройся, что-то я тебя не трогаю. В итоге, несмотря на все эмоции, которые были у президента клуба Петрокуб, он команду не увел. Он отправился на поле, с командой посоветовался, и, в общем, было принято решение, что матч можно продолжить, несмотря на пенальти. В общем, все эмоции были из-за пенальти. Я так понял, что президент Петрокуба и его окружение просто возмутились этим решением, поэтому, собственно, вот эта история с выходом на поле президента была, и мы ее, собственно, лицезрели. Смотрим футбол дальше. Это чемпионат Молдавии. Это Шериф. Николай, первый раз на матче чемпионата Молдавии. У вас такие эмоции всегда? Такие горячие эмоции в чемпионатах Молдавии, матче чемпионата Молдавии? В определенных матчах. Хочу вам сказать добро пожаловать в Молдову, добро пожаловать в Хинчештях и добро пожаловать на матчи команды Петрокуб. Ну расскажите, что вас так возмутило в первом тайме? Честно говоря, не хочу говорить только про арбитраж. Много лет, мы уже 2-3 года, окей, больше, чем это время. Мы единственная молдавская команда, которая стараемся просто для удовольствия играть в футбол. У нас играют молдавские игроки, у нас играют хорошие молдавские игроки, и мы хотим через них добиться чего-то хорошего. Понятно, что мы хотим взять и чемпионство. Но так происходит, что за последние годы, к сожалению, выигрывает не только самая сильная команда. Да, в этом году Шериф хорошая команда, но я не считаю, что они заслужили выигрывать титул предыдущие 2 года. И столько произошло, чтобы вы правильно понимали, борьба ведется не только на поле. Это существует и в федерации, на всех уровнях, которые возможны. И если даже нам, к примеру, арбитры судят нормально пару матчей, есть ключевые матчи, от которых зависит наше, скажем так, будущее, или наше понятие о футболе, которое вот там никто не должен ошибаться. А, к сожалению, если вы посмотрите последние матчи за последние 3 года, в ключевых матчах нас давят. Нас давят конкретно на поле, и это неправильно. Это знак, включая протеста, чтобы все-таки люди понимали, что не так все легко дается Шерифу в внутреннем чемпионате, и они не играют только на поле. Вот это что случилось сегодня. А что вы сказали-то? Непонятно? На данный момент я не могу сейчас объяснить эту информацию. Не то, что объяснить. На данный момент считаю, что неправильно сказать, что я рассказал ребятам. Главное, что я знаю, что им сказал. И будем надеяться, что они понимают, насколько это все важно. Вы сказали, они 2 года выигрывали не совсем заслуженно. Что вы имеете в виду? Это мое личное мнение. Я думаю, что у команды «Шериф» есть, я не знаю, как правильно на русском, сателлиты. Есть другие команды, которые каждый божий матч не борются против «Шерифа». У команды, у которой они стабильно забирают очки, это случалось уже много лет подряд. И я думаю, что это ненормально. Потому что эти команды с «Шерифом» ни разу не ошибаются. Каждый раз проигрывают и проигрывают с огромным счетом. А перед нами они выдают душу, оставляют на поле, только чтобы забрать очки у команды, которая борется против «Шерифа». Вы говорите, что у «Шерифа» есть административный ресурс, но команда из Приднестровья. А ресурс есть в Федерации футбола Молдавии? Как такое может быть? Ну, вы же понимаете, мы бедная страна, а в бедных странах все бывает.
И это, к сожалению, это неправильно. Что, давайте по цифрам, если даже сказать. Мы Петрокуб. У нас команда, бюджет нашей команды 700 тысяч евро в год. Это включает зарплаты первой команды, школа наша футбола, содержание полей и так далее. У Шерифа, я думаю, что минимум в 10 раз больше. Минимум. Вы же прекрасно понимаете, что команда себе минимум позволяет все, что они захотят. Где надо помочь, где надо добавить. Когда была вот эта заварушка там, я видел, что кричали трибуны «Молдова, Молдова». Это еще и противостояние с Приднестровьем? Нет, нет, у нас нету конфликтов с приднестровцами и так далее. Мы одна страна, которая есть, к сожалению, есть этот конфликт, который от футбола не зависит. Понятно, что то, что вы сегодня видели, понятно. В Шерифе не играет ни один молдаванин. Федерация помогает им, чтобы мы делали внутренние правила так, чтобы они могли делать, что они хотят. Играть без молдаванцев, снимать лимиты. Абсолютно, что они хотят. За все эти годы все было так, как хочет Шериф. И, к сожалению, наши голоса Федерация не слышит. Они слышат, скажем так, слышат, но не до конца. Или слышат, где им удобно, к сожалению. То есть вы против снятия лимита были? Я был против, конечно. Но кроме этого лимита, там были еще много вещей, которые произошло, которые надо было все-таки, чтобы их сделать публичными, чтобы люди понимали, чтобы все понимали, кто поднимает руку. Потому что клубы национальной дивизии, они все голосовали против ихнего интереса. Из-за того, что в клубе у них нет денег, а когда нет денег, ты понимаешь любую помощь и голосуешь за то, что надо сильной команде с хорошими финансами. Но смотрите, убрали лимит, Шериф сделал хорошую команду, играет в Лиге Чемпионов, обыгрывает Реал, поднимает рейтинг Молдавии. Это разве плохо? А в прошлом году что они сделали? Тоже лимита не было. Что они сделали? Проиграли Дондолку? Давайте будем серьезными. Да, мы рады за Шериф и за результатов, которые произошли. Это очень приятно. Но как другие команды все-таки выигрывают? Но вот нынешнее выступление Шерифа в Лиге Чемпионов вас удивляет? Что такое? Объясните. Со стороны. Это очень приятно, но вопрос в другом. Это случайность? Я посмотрел бы даже другую ситуацию. Они уже за столько лет выигрывают титул и участвуют в Champions League. И они только в этом году, можно смотреть ситуацию по-другому, только в этом году успели дойти до группового этапа. Может, это плохо, может, это надо чаще, чтобы там бывали команды. Но я сейчас про другое. Важно, чтобы внутренний чемпионат был правильным, чтобы и другие команды тоже выиграли титул. Я не говорю, что Шериф сейчас слабый, то, что мы заслуживаем. Но бывали года, в которые Шериф не играл так хорошо. И я считаю, что это мое мнение, они не заслуживают выигрывать титул. Если бы Петрокуб хотя бы один раз выиграл титул, понятно, что по деньгам это намного больше. Потому что если даже ты проигрываешь сразу первой команде, у тебя есть шанс еще в Европа Лиге и так далее. По финансам у нас был бы оборот, который могли бы расти как команда. К сожалению, у нас этой возможности не было за все эти годы. И понятно, что это по каким финансам. Очень трудно быть локальным клубом, который играет фейерплей практически все матчи, который реально, у которой есть здоровые принципы. Нам, как клуб, трудно чего-то добиться в этом чемпионате. И это, окей, я так понимаю, это не проблема только у нас, а это уже, знаете, в всех бедных странах, я думаю, что существуют все эти моменты. Сказали, что у вас бюджет 700 тысяч, у Шерифа минимум 10 раз больше, ваши слова. Да. Как Шериф таких достиг финансовых успехов? Откуда у них деньги? Не, ну это уже вопрос, который они сами должны решать. Единственное, что я знаю, то, что в бюджет Республики Молдовы Петрокуб платит налоги. Минимум здесь деньги Шерифа нету, поскольку я знаю. Они в Приднестровье? Непризнанные Молдавской Республики, да. Этот матч мы долго не могли понять, играется 30-го или 31-го. Почему вы не дали возможность перенести матч на 30-е? Мы дали возможность. Мы сказали Шерифу, мы согласны поменять матч на день раньше, при условии, что вы нам заплатите 10 тысяч евро. Они не согласились. Официально письмом им отправили. У них была возможность играть, использовать полную силу против матча с нами, использовать полную силу против матча с Интера. Они решили, что 10 тысяч евро – это слишком много для такого удовольствия. Ну, за что 10 тысяч евро? Это прописано в регламенте или это как? Нет, я сделал коммерческое предложение клубу, мы готовы поменять день матча, если при оплате этой суммы. И вот все. Перечисление, конечно, через контракт. А почему 10 тысяч евро, а не 100 тысяч евро? Я думаю, что это очень символическая сумма, потому что в футболе это не такие большие деньги, но в любом случае мы считаем, что команда как Шериф минимум на уровне совести должна, к примеру, согласиться на такую не то что мелочь, а как правильно сказать, но это реально символическую сумму, чтобы им было и комфортно, и удобно, и приятно. Для нас 10 тысяч евро – это большие деньги. Для них, я думаю, что нет.
Здесь надо вырывать. Цирк посмотреть. Сейчас они делают программу такую, что там... Stimați spectatori, Petru Cup, Маша Раша спрячется с этим с тренером, который бил вратаря их. Nu uitați, ne puteți urmări pe Facebook și pe pagina FC Petru Cup, dar și pe Instagram. Поздравляю. Здесь надо вырывать. Браво, Халил! Grande partido. Grande partido. Первый раз на матче чемпионата Молдавии. Такие эмоции всегда, когда искры летят. Вот по-настоящему искры летят. Ну, вы правы, динамичная игра, хорошая, с хорошим соперником. Понятно, что Шериф фаворит этого турнира. Мы постарались дать им боек. К сожалению, судья, спорный пенальти. Я даже не говорю, что спорный и нельзя. С Шерифом нельзя им помогать. Они и так сильны. Маленькая команда, вы видите. А вот вышел президент, общался с футболистами. Я был уверен, что все, команду уводят. А в итоге остались. Не. Я думаю, что это эмоции. Я даже не знаю, что, потому что я хотел, но меня не пустили, поговорить, успокоить. Я считаю, что такие матчи, то есть, должны сами футболисты решать на поле. И по интриге, по накалу. Хороший боек, хороший матч. Хорошим соперником. Я, честно, горжусь своими ребятами. Вы сказали, что Шериф там богаче, мощнее, сильнее. Они играли в Лиге чемпионов. Впервые в истории Молдавии. Это в том числе и ваша, такая гордость всего молдавского футбола? Конечно. Они же представляют нас. И даже если мы здесь враги, если можно так выразиться, конечно, вся Молдавия болеет за них. И я тоже желаю им удачи. И перед Еврокубком, перед тем, как они попали в Лигу чемпионов, сказал, что они еще удивят, потому что это хорошая команда, организована. Если они Реал ловят на контратаке, то это не просто так, не случайно. Ну и хорошая селекция. В этом году была очень хорошая селекция, надо отдать должное. Вы на Интер поедете? Не знаю, посмотрим. Если достану билет, то поеду. А что, билет нет у вас? Нет. Не попросили? Не предложили вам, точнее? Это уже лично, ничего страшного. Хорошо, надеюсь, увидимся. Спасибо большое. Да, спасибо, удачи, спасибо. Браво! Браво, Браво! То, что я вам говорил, то сегодня и было. Когда люди, любой человек кому-то роет могилу, он роет ее себе. Вы показали еще раз, что у вас есть уровень, что вы команда. Ни на какие провокации не лезьте. Это самое лучшее, что было и что я видел. Вы сыграли очень хорошо. У нас всего 2 дня. Завтра мы единственное, 2:30. Before the next important match. Соберемся на ПРЦ-тест. Восстановление. We'll have recovery. Только восстановление. Just recovery. Небольшое будет теория 15-30. Одна группа сразу сауна, массажи и все, вторая пойдем потренируемся. Если есть проблемы, доктор, обязательно. If somebody have medical У нас problems, с direct. вами игра с Интером. Мы должны также выйти и показать свое лицо. Спасибо большое. Конечно, высокого класса. Чуть не играешь, правильно? Но мы тоже не пальцем зеленые. Окей. Саша, thank you very much. You are a star, Ado. Big star. First time invitation in the national team, yeah? Congratulations. It's very nice. Congratulations. Команда супер, тренер еще круче. Спасибо, спасибо, девочки. Интер выиграл. Да, Интер выиграл. Сейчас скажу, какой счет. 2-0 у Удинезе. Не страшно?
Первое, что интересуется в автобусе Шерифа после матча чемпионата Молдавии, как сыграл Интер. Интер выиграл 92-0, но это не пугает Шериф. Отбивная, бутерброд с сыром, это круассан с шоколадом, и апельсинчик и печенечко. Бутерброд. Абсолютно верно, да. Классический. Я в автобусе Шерифа. Очень тут хорошая атмосфера, настроение. И первое, что делали, дали паёк. Паёк для дороги в Тирасполь. Все. Юрий, потише, будет Мы уехали где-то часик, так храпанул хорошо. Нельзя спать. На следующей неделе новая программа. Hola, Густаво. Привет, Густаво. Привет. Очень приятно. Можно присесть? Пожалуйста. Ты сейчас смотришь футбол? Да, смотрю игру. Эту игру? Да, нашу. Вау. И что думаешь? Мне всегда нравится пересматривать свои матчи. В игре можешь упустить какие-то детали, а в повторе можно увидеть и узнать все практически. То есть после каждой игры ты в автобусе... Да, всегда. Я люблю всегда. Всегда хочешь пережить еще раз то, что было полчаса назад? Да, перед игрой я не всегда... Слушай, а что? Я сам не понимаю, что здесь произошло. Он сумасшедший? Да я впервые в жизни вижу, чтобы президент вышел на поле, начал что-то обсуждать. А этот человек пошел к тебе и стал что-то обсуждать с тобой? Да, он подбежал, что-то кричал, но я ничего не понимаю, очень бесцеремонно. Я такого точно не припомню. 5-10 минут мы были в этой ситуации, когда ничего не понятно. Это напрягает. Мы же приехали в футбол играть, а не такие шоу устраивать. Ты из Перу, это очень далеко, и вдруг приехал в Шериф. Как? Шериф. Комо? Сколько ты уже тут? 3 месяца, да? Нет, я здесь с февраля. Ну, такой футбол заносит тебя туда, куда совсем не ждешь. Мой папа, например, играл в футбол на Кипре еще в 90-х. И ему было еще сложнее, потому что у него не было интернета. Мне намного проще. Интернет позволяет чувствовать себя ближе к семье, к моей жене, к дочери. Поэтому мне легче даже тут, в Шерифе. Шериф? Сейчас Шериф, а до него ты был... В Боавиште, в Португалии. Португалии? Это очень сильный уровень. Португалия. Как ты так? Из Португалии в Молдавию? Ну, от меня там на самом деле мало что зависело. У клуба появился новый владелец. Они закупили новых футболистов. Ну и я стал не нужен. Пришлось открывать новый горизонт, и так я приехал сюда. Теперь я играю за Шериф, выиграл чемпионат страны в первом же сезоне и играю в Лиге чемпионов. Champions. Es фантастика. Лига чемпионов — это фантастика. Весь мир не может понять, как Шериф умудрился туда попасть. Champions League. Да. Я могу сказать, что это не случайность. Я уверен в уровне наших футболистов. Вопрос был в том, чтобы проявить себя как команда. Ни для кого не секрет, что все мы из разных стран. И ты же видел, ты с нами с самого утра, что у нас дружный коллектив. Да, мы говорим на разных языках, но стараемся понимать, слушать друг друга. Ну и, честно говоря, я очень благодарен своим партнерам по команде, что они помогли мне воплотить детскую мечту. Я всегда хотел играть в Лиге чемпионов. И это чувство гордости до сих пор не проходит, потому что мы в итоге играем очень хорошо. Ты капитан? Ты капитан? Да. Капитану. И в этой команде на скольких языках тут говорят? Испанский, французский, английский. Наверняка это даже не все. И ты капитан. И как тебе удается объединить ваш коллектив? Ну, я это делаю на английском. Стараюсь говорить по-английски. Ну и потом в футболе не так важно много общаться. Кому? Да ладно. Ну, в футболе... На поле, да, но... Куда важнее, чтобы мы были на одной волне. Всегда можно понять друг друга, хоть даже жестами.
Ну, вы же сами видите. Ну, конечно, мы все можем общаться на элементарном уровне по-английски. И... Ну да, по-английски. Мы его все-таки чаще всего используем для общения. Ты же понимаешь, что это за место, Тирасполь? Да. То, что здесь отличается валюта. Да, ну да, да. Это трудно или нет? Трудно. Я бы сказал, странно. Тут такая обстановка, к которой надо привыкнуть. Например, когда я только приехал, я купил себе дополнительную сим-карту для интернета в Молдавии. Потому что, когда выезжаешь из Тирасполя, местные уже не работают. Это же странно. Ну, к этому привыкаешь. Когда я только приехал, очевидно, было странно столкнуться со всем этим. Внутренняя граница, другая валюта. Я мало что об этом знал, но сейчас всему научился. Ну и это же прекрасно узнавать что-то новое о мире. А когда у тебя есть свободное время в Тирасполе, чем ты занимаешься? Я иду в центр, беру в аренду велосипед. Ну, такой велосипед с... Ну, в общем, он для двоих. Сажаю рядом дочку и катаюсь. Люблю крутить педали. На самом деле, я очень домашний человек. Мне нравится проводить время с семьей. Обожаю играть со своей дочкой. И вообще могу сказать, что дочка — это лучшее, что со мной случалось в жизни. Я ее очень люблю. И то же самое могу сказать о своей жене. Она всегда рядом, помогает мне. Фамилия. Семья на первом месте. Да, тут сильный контраст с Португалией, и им непривычно. Нет шопинга, нет много чего. Но жена счастлива за меня, потому что я живу своей мечтой, и она очень радуется моим победам. Варя, смотрите, вы играете, вы капитан, любите клуб, и вас выбирают сразу в руководителя, я правильно понимаю? Был переходной период, можно сказать. Я закончил игру, меня назначили спортивным директором сначала. Я 2 года проработал спортивным директором, а потом стал генеральным директором. Как вы считаете, почему президент выбрал вас? Ну, надо его спросить, но думаю, я не знаю. Наверное, вы сами себе... я не предавал никогда в жизни, не обманывал никогда в жизни. Если правду, всегда правду говорю в глазах. Даже если, ну как сказать, можно ругаться, если правду говорю, я всем могу в глаза сказать. Может, эта черта понравится, я не знаю, это надо нашего президента спросить, я не знаю. Он увидел во мне, наверное, кого-то, руководителя, я не знаю. Раз играл до 41, верил. Я же Лиги чемпионов играл, не только в молдавском чемпионате. Вот 40 было, когда с Динамо Киевом играли, я состав Шева говорит, ты что еще играешь, блин? Такую фразу обменялись перед выходом. Мы в Лиге Европы попали, в Динамо Киев 2-0 обыграли здесь. А мы выходили, знаешь, мне сколько было? 39 было, знаешь. Он говорит, вот ты играешь, а он через Каладзе или что-то, я не помню уже историю, но так было. Да? Он удивился, что я думал, ты просто на замене сидишь. Я говорю, да нет, вот выхожу. И после игры он майку сам занес, передал через администратора. Все пацаны наши бегали за ним, знаешь, чтобы майку поменяться. А он говорит, нет, капитану отдам, и передал, принесли. Я даже не просил. Приятно было. Давайте о принципах вашей работы. Я смотрю трансферную кампанию «Шерифа» и поражаюсь. У вас, получается, вы берете игроков, не в этом году вообще, в принципе. Летом можете взять в начале лета, в июне. Потом играете квалификацию в Еврокубках, и если не проходите, вы от игроков избавляетесь. Ну, это бизнес, Нобель, понимаешь? Мы взяли перед Лигу чемпионов, да, неправильно было, ну, правильно было. Мы хотели акцент сделать на Лигу чемпионов Лиги Европы. Ну, соответственно, Молдавия финансовые, сам понимаешь, зарплаты не так большие. Привозишь футболиста, например, перед Лигу чемпионов, даешь зарплату. Если задачу не выполнили, знаешь, уже, ну, чемпионат... можем выиграть, да, но финансово, ну, это же бизнес. Тратить деньги на легионера для молдавского чемпионата уже, ну, не хочется, знаешь. Поэтому пытались где-то кого-то отпустить, кого-то продать, кого-то в аренду отдать, чтобы хотя бы какие-то деньги вернуть. Ну, я так работаю, я не знаю. А как вы объясняете, мне просто интересно, как вы объясняете футболисту, которого берете в июне, что, дружище,
мы в августе, может, с тобой расстанемся. Сам футболист, молдавский чемпионат привести, это волшебство надо сделать. Мне, знаешь, чем горжусь, что у меня есть, с кем работаю, агенты, да? Они все мои друзья, по большому счету. И я не работаю с чужими. Знаешь, вот по телефону позвонит какой-то, я какой-то агент, я скажу, извини меня, я тебя в глаза не видел. Если мы познакомимся, может, я должен человека в глаза посмотреть. У меня есть друзья, вот реально, с кем работаю. 4-5 агентов, кого сейчас не перечислю, чтобы не обидеть никого-то. Вот они знают мой принцип работы, знаешь, и они знают, что надо говорить, как убеждать, как уговаривать. В молдавском чемпионате привести футболиста, это Нобель, это фантастику надо сделать, честно. Тем более еще вот с Африки или с Южной Америки, тяжело. Только один этот вариант работает, что вот заманить его, чтобы Лига чемпионов. На самом деле. Вот ты сегодня не играешь, например, мы с Олимпиакоса, этого, как его, Коловаса, с Греции, как уговорить его, скажи, привезти сюда? Никак. Человек пошел на уступки, зарплату, например, меньше сделали здесь, но насчет того, что вот Лига чемпионов сейчас, заработаешь, мы сделаем тебе рекламу, обратно уйдешь куда хочешь. Бруно пришел, та же самая ситуация. Он там зарплату оставил, понимаешь? Мы так обговорили, что вот здесь приходишь на маленькую зарплату и даем шанс Лига чемпионов. Сейчас Бруно, за ним бегают все. Как вы уговариваете лично? Не, вот как уговариваем. Через агентов, через моих друзей передаю слова. Например, он там не играет. Он там 28-й человек в клубе, понимаешь? И на него не рассчитывают. Давай сюда приедешь, будешь играть в Лиге чемпионов. А там ты не играешь. Ты можешь, тебе отдадут аренду, например, в греческом чемпионате, который на 8-е, 9-е, 10-е место. Сохрани зарплату, но для каждого футболиста Лига чемпионов это, это... И кто-то ведется, например, кто-то не ведется. Вот сошлось, что многие... Вот маленькую историю расскажу. Густаво, который привезли, перуанец. Он играл в Португалии, потом вернулся назад, и вот мы уговаривали его, он сюда зашел, я говорю, через переводчик говорю, Густаво, вот запомни мои слова, клянусь, вот сейчас, если пойдешь спросишь, он скажет, что директор так сказал. Я говорю, ты в сборной играешь? Нет, не играл. Я говорю, в Лиге чемпионов играл? Нет, не играл. Я говорю, давай так, ты приходишь у нас, работаешь максимально, тренируемся, все хорошо будет, ты играешь в Лиге чемпионов в группу, вот увидишь, и тебе вызовут сборную Перу. Он говорит, директор, босс, это невозможно. Перу хорошая сборная. Я говорю, вот посмотришь, ты будешь играть в Лиге чемпионов в группе, тебе все вызовут. Так случилось. А когда такое обещаете, вы блефуете или уверены в этом? Я не знаю, блефую, чуйка, что-то. Хочется максимум, знаешь. А как их завести, Роберт? Скажи мне, я не знаю других поводов. Не, это круто. Блеф — это хорошая вещь просто. Это круто. Сработал. Вот в 17-м году Лиги Европы были, вот сейчас Лига чемпионов. Я не знаю уже, в следующем году, как я буду объяснять, я не знаю уже. Придется что-то придумывать, да. Как вы этих футболистов находите? Парня Адо, который сейчас уже в сборную Ганы вызывается, других футболистов. Кто ваши скауты? Кто смотрит всех этих игроков, неизвестных никому? Из Африки, из Латинской Америки? Перуанца, например, смотрели. Я сам сидел в субботу, воскресенье. Здесь девочки, это только с понедельника до пятницы. Когда никого нету здесь, я прихожу много раз и сижу и сам смотрю. Чемпионаты Португалии, Колумбии, всего смотрю абсолютно. И многих так выбираем. Потом связываюсь со своими друзьями и говорю, узнай, пожалуйста, вот этот футболист играет там, через знакомых. И вот так выходим. Только так, Нобель. Я не знаю. У нас нет такой возможности, что, как у Шахтера, скауты живут там по 2 месяца, 3 месяца в Бразилии. И, у нас нет такой возможности. Мы же маленький клуб. Только так, через знакомых. Например, Адо предложил, мой друг предложил, есть агент такой, он предложил. Посмотрели, понравилось. И мы, честно, вот благодаря моим друзьям-агентам, мы чудеса сделали в переговорах. Знаешь, там были очень сложные переговоры насчет Адо, и мы, я не знаю, за 2 часа или вот уже сделали эту сделку. Оправдал, пацан работает, я не знаю, дай бог здоровья ему, в сборной Ганы вызвали, да.
Когда ты встречаешься с друзьями в Люксембурге или, скажем, с бывшими партнерами по команде, они говорят тебе: «Себа, ты сумасшедший. Куда ты поехал?» Да, многие спрашивают, что ты забыл в Молдавии. Они не знают, что это за страна. Беспокоятся, что я тут без семьи, без друзей. Но мне тут нравится, я счастлив. У меня здесь контракт, мы играем в Лиге Чемпионов. Мы чемпионы страны. Так что да, я счастлив. Давай о твоей команде. У вас только-только собрался коллектив, большинство игроков пришли в команду совсем недавно. Как тесно вы общаетесь? Насколько вы ощущаете себя сплоченной командой? Одним целым? Ну, первые 2-3 месяца было сложновато играть вместе, потому что мы все говорим на разных языках, у нас было много новичков. Но сейчас уже полгода или даже больше, как у нас в команде есть костяк, и вы видите это на поле. Мы играем как семья, все сражаются друг за друга, у нас хорошие результаты. А общение, да, есть ребята, которые говорят по-русски, по-английски, по-испански там или по-французски. Всегда весело, когда мы разговариваем в большой компании. Но мы всегда находим над чем посмеяться. Это же правда, куча разных национальностей, но нам всегда весело вместе. Но, Себа, давай на чистоту. Все здесь играют только для того, чтобы шагнуть выше. Ни для кого не было главной мечтой в жизни приехать в Молдавию и играть за эту команду. Для тебя это нормально? Да, Шериф такой клуб. Мы понимаем, что Шериф — это возможность сделать шаг по направлению к Европе, потому что мы играем в квалификации Лиги Чемпионов и можем выступать в Лиге Европы. Все, кто сюда приезжает, понимают это. И также это возможность для игроков из Африки или, скажем, из Перу приехать в Европу и показать, на что они способны в европейском футболе. Да, это шаг на пути в Европу. Они так и работают. За последние 10 лет они добились больших успехов. 3 раза выступали в Лиге Европы. Сейчас пробились в Лигу Чемпионов. Так что Шериф развивается с каждым годом и старается каждый год играть в Еврокубках. Но здесь ведь все играют для того, чтобы засветиться самим. Игрокам не так важно, насколько хороша команда. Нет, конечно, нам хочется, чтобы у нас была сильная команда. При таком раскладе у тебя больше шансов засветиться. Без этого не достичь таких результатов. Не выйти в Лигу Чемпионов и Лигу Европы. А потом, да, это нормально, если лучшие игроки Шерифа проявят себя и уйдут в более сильные клубы. Потому что, опять же, Шериф — это клуб для того, чтобы пойти выше. Что для тебя значит и вообще, каково это забить в 2 подряд Лига Чемпионских матчах? На Бернабеу и на Сан-Сиро? Для меня это вообще особенное достижение. Я первый люксембуржец, который забил в Лиге Чемпионов, так что я пишу историю своей страны. Ну и да, забить на Бернабеу победный мяч — это шикарно. А с Интером я сравнял счет на 1-1. На тот момент это был важный гол, но в итоге мы проиграли 1-3, так что он потерял свою ценность. Нетали, у вас идеальная футбольная семья. Вы даже сами играли в футбол. Откуда это у вас? Да я не знаю. Я не могу это объяснить. Я играла в футбол, мой муж футболист. Не знаю, что и сказать. Расскажите о своей карьере. Как вы выбрали футбол? Мой отец был моим тренером. Даже моя мама тоже играла в футбол, поэтому для нас это обычное дело. Вы первый раз приехали в Тирасполь навестить Себастьяна? Да. А какие у вас впечатления от этого места, от этого клуба, от атмосферы? Ой, потрясающе. Правда, мы осмотрели весь футбольный комплекс, и люди, они здесь очень приятные. Я счастлива за сына. А само место? Оно не похоже на Западную Европу. Совсем не похоже. Вы не боялись за Себастьяна, когда он сказал вам: «Я еду в Молдавию, в эту особенную ее часть»? Да нет, он ведь уже играл в России, до Молдавии. 2 других моих сыновей играют в Украине. По мне это нормально. А когда они впервые поехали в Россию и Украину, вы за них переживали? Нет, совсем нет. Это трудно, когда ваши дети делают карьеру так далеко от дома?
Это трудно, потому что я воспитываю Марека, младшего сына. Он ходит в школу, и у меня есть ограниченное время на то, чтобы ездить к старшим. Их я в основном вижу только когда они приезжают в сборную, и то мы обычно встречаемся в отеле, где они останавливаются. Но это хотя бы шанс видеться чаще там, в Люксембурге. Когда Себастьян забил Реалу на Сантьяго-Бернабеу, потом и Интеру на Сан-Сиро, что вы чувствовали? И что ему потом сказали? Это было неописуемое счастье, я заплакала, это невероятно. А как вы смотрели те матчи? С Мареком и мамой дома. Вся семья не собиралась вместе? Да, только мама и Марек. А хотя бы праздник устроили после этого? Как отмечали? Нет, мне надо было идти на работу на следующий день, так что никаких вечеринок. Без вечеринок? Но вы хотя бы поздравили сына позже? Привезли ему сюда какой-нибудь подарок, чтобы показать, как вы им гордитесь? Нет, вообще ничего. То есть для него это уже обычное дело? Ну да. А у вас сколько скаутов в клубе? Или вы главный скаут? Блин, это смешно будет. Ну, вся Россия будет смеяться сейчас. Или вся Европа, я не знаю. Нету скаутов, я не знаю. Я же тебе говорю, что я смотрю очень много. Но тренерский штаб помогает. Вот, например, расскажу схему, как у нас бывает. Например, нашел футболиста, да? Даю своему другу, агенту, пробей возможность этого. Да, потом даю тренерам. 4 тренера сидят и отдельно от друг друга смотрят и собирают информацию. Потом приходят и говорят, вот так, так, так. Подходит, не подходит. Если подходит, мы уже начинаем с моими друзьями, агентами, которые есть, уже финансовые вопросы урегулировать. Если трансфер стоит большой, я не плачу деньги, это уже все знают, наверное, и поэтому мы договоримся или в следующей перепродаже, или... Короче, Нобель, сейчас все расскажешь, это все потом захотят так работать. Знаете, чего я в шоке? Вы уже много раз сказали, друзья-агенты. В России обычно все директора максимально дистанцируются от агентов. Говорят, что агенты вообще подальше от меня. Ну, я тебе скажу, что у меня реально друзья есть, агенты. Блин, а что нет? Что здесь такого? Я с одним хорватом в футбол играл вместе. Он в Зимбру играл, я в Шерифе играл. Так познакомились. Еще с тех пор. Он сейчас, я не знаю, он мой друг, конечно. Сережа Бусуёк уже, если так пойдет. Хорен Калашьян, мой друг, с Армении. Ну, мой друг, да что мне сказать, что не друзья? Они так совпало, что они агентами стали. Леонид из Трации есть еще. Много друзей есть, которые футболистами были или какой-то космос. Они стали агентами, ну что мне делать? Не пользоваться просто в России дистанцируется, что не агенты вообще, это враги футбола считают в России многие. Ну, я же не смогу договориться со всеми. Ну, это нереально. Я доверяю этим людям, честно. Они знают мои принципы работы. Лучше заработать чуть-чуть и долго работать со мной. Или обмануть один раз, заработать много, я узнаю, наша дружба закончится, и не будешь работать с клубом. Понимаешь? Я так построю работу, и друзьям не доверяют, я им доверяю, и с закрытыми глазами работаем. Я в любой момент могу ночью позвонить, обсудить любой вариант. И они тоже звонят. В субботу, воскресенье жена честно говорит, что ты заколебал уже, блин. И в субботу, воскресенье ты с агентами разговариваешь, с друзьями, и футболистов смотришь дома. Такая работа, так построена. Я не знаю, работает пока. Что вы думаете, велосипед другой? Юрий Николаевич, из того, что я знаю, «Шериф» — это команда, которая меняется примерно раз в полгода. Вам, как тренеру, это комфортно, это нормально? Нет, однозначно нет. По крайней мере, при мне, я пришел в межсезонье зимой, в январе, и мы эту команду вместе с Важей Эдвардовичем собирали. Летом у нас минимальные были потери, покинули. В принципе, те футболисты, на которых мы особо не рассчитывали, потому что нас ждала квалификация Лиги Чемпионов. И мы просто еще сделали точечную селекцию удачную, добавили. И вот в течение вот этого времени, уже год будет, по-любому эти все ребята дойдут до конца этого года. Получается, что год команда... Конечно, я хотел бы, чтобы эта команда зимой не пропала, как говорится. Я понимаю, что будут спрос, наверное, на футболистов, и неплохой, не наверное, а точно будет спрос. И
понимаю руководство клуба, это ихнее право. Если есть хороший спрос, и я как тренер тоже согласен с этим. Держать футболиста, на которого есть спрос, и на который понимает, что может играть в более именитом клубе за более реальные, большие деньги, смысла нет, потому что никакой уже помощи от него точно тоже клуб не получит. А как проходила селекция? Вы с генеральным директором как искали футболистов? Вам их предлагали агенты, вы сами ездили смотреть? Нет, я не ездил смотреть. В чем заключается? Когда мы уже договорились о контракте, это был декабрь месяц, команда в отпуске как раз была. Я получил, мне прислали на почту, кто остается, кто уйдет с команды и кто, возможно, пополнит. То есть ежедневно получал список футболистов, которых вместе со своим штабом уже начали отслеживать и отсматривать именно по видео, инстат. Вот это вот там возможность огромная, то есть любой чемпионат, любой футболист там есть, можно игры смотреть и все остальное. И начали уже потихоньку искать, собирать команду. Когда приехали в январе на первый сбор, то, естественно, у нас команды еще не было как таковой. Я так понимаю, у клуба есть тоже агенты у Важи Эдуардовича, которые ему дают информацию по этим футболистам. Потом он отдает нам, и мы уже начинаем смотреть и думать, кто нам поможет, кто не поможет. Что происходит, когда ваше мнение не совпадает с мнением генерального директора по игроку? Не всегда совпадает. У нас бывают и споры. Все бывает. Но и что происходит? Самое важное, что нету никаких там напряжения в плане того, что вот нет, надо брать и все. Достаточно хорошо сдружились в этом плане и понимаем друг друга. Важа Эдуардович свою точку высказывает, я свою, наверное, агенты свою, и мы приходим к одному знаменателю. Но не было ни одного футболиста, которого мы бы взяли, можно так сказать, как до этого было в моей тренерской карьере в том же Солигорске, допустим. Что было? Ну, что футболист, я не видел этого футболиста, а он все равно появлялся в команде. Поэтому это неправильно. Здесь такое невозможно? Невозможно. Когда ты впервые узнал о возможности приехать сюда, в Молдавию, как ты отреагировал? Вау, что это? Где это? Как я сюда перееду? Вообще, я спросил Димитриса Коловоса. Он играет здесь с прошлого сезона. Он мне во всем помог, совсем познакомил. Со страной, с городом Тирасполь. Тут нормально, совсем неплохо. И город нормальный для семьи и для детей. Вас же здесь трое греков. Вы так договаривались заранее? Вы вообще были знакомы? Да, нас здесь трое. И, во-первых, вместе нам комфортнее. Хотя бы потому, что мы говорим на одном языке. И мы, конечно, держимся вместе. Вместе ходим ужинать или выпить кофе. Так лучше. Коммуникация очень важна для голкипера. Нужно общаться и командовать своими защитниками. А все твои защитники латиноамериканцы. Как вы общаетесь? На каком языке? Конечно, когда я только приехал, в первом матче Густаво и Данило было сложновато. Но ничего страшного, все налаживается с каждой игрой. Мы подсказываем друг другу, чаще на английском. А испанский что-нибудь выучили? Ну так, делаю первые шаги. Ты стал лучшим игроком тура в Лиге Чемпионов после того матча на Бернабеу. Можешь вспомнить свои впечатления о той игре? Все мои воспоминания украл Модрич, когда зарядил мне по голове. Я пытаюсь воспринимать это спокойно. Я, конечно, очень счастлив, но это моя работа. Я должен делать ее на поле. Были поздравления из Греции? Как там отреагировали на твой подвиг? Семья, друзья, да и вообще, это было большой новостью на родине? Для всей страны это было большое событие. Я ведь первый грек, который сыграл против Реала, выиграл и получил такую награду. Какую самую большую сумму платили за трансфер?
покупая игрока? Блин. Трансфер платил... Ну, хотя бы 10 тысяч евро платили Не, за трансфер? За трансфер. Заплатили, да. Было. Ну, сумму надо назвать. Обязательно. Ну, заплатили у нас Баяла был, футболист, которого в 2017 году продали в Ланс. Пришел, двумя частями покупали его за 60 тысяч. И потом еще 60, 120. Вот самый большой был. И мы продали его, сказать сумму, за сколько продали? За 1,5 миллиона продали. Через год. То есть больше 100 тысяч евро, 120 тысяч евро вы не платили никогда за трансфер? Не платили, не платили. За трансфер не платили. Я не сейчас плюс-минус, Нобель. Ну, 100 тысяч евро средний. За последние, вот давай так скажу, за последние 4-5 лет вообще не платили за трансфера. Вот Баяла был, по-моему, последний, что заплатил. А агентские? Вы говорите, что у вас все друзья агенты. Но Да. друзья друзьями, но есть вопрос денег. Да, конечно. И комиссия обычно бывает проблемная история. Я всегда так говорю. Вот вы привозите сюда, мы же даем шанс, чтобы Лига Чемпионов. Здесь даем мало, но вот вы продадите его, там вот вы заработаете много. Понимаешь, они приходят и знают, что если продадут футболиста отсюда, я им не обижу. И, по-моему, никогда не обижал еще. Каким трансфером вы больше всего гордитесь? Самый успешный? Ну, Дамашкан, Виталий Дамашкан. Ну, как сынок его называют. Наш пацанчик пришел 18-летним, ну, взяли Зимбру, кстати. Их не воспитанник, Зимбру воспитанник. Спасибо им. Воспитали, но не использовали или не увидели, или что-то, я не знаю, это их проблемы. Мы взяли его и продали за большие деньги. Ну, это фантастика молдавского пацана. Торino купил, и он уехал туда. Через год. Это, я думаю, что это самый для нас, для меня. Вы сказали, что вы не эгоист, и вы понимаете, что Вернидуб должен расти. А вы? Я же сказал, я здесь живу и, наверное, здесь умру через много лет. Я не знаю, как будет, но пока президент скажет, Важа, уйди, тогда уйду. А пока он не скажет, я здесь с ним буду до конца, наверное, я не знаю. Пока ему устраивает моя работа, я с ним буду. Вы знаете, какой запрос на футбольных менеджеров в России? Дай Бог им здоровья всем. Я не знаю. Нет, какой запрос? Вы допускаете, я понимаю. Вы допускаете, что после этой кампании Лиги Чемпионской вам позвонят, я не знаю, из «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и скажут, слушайте, приезжайте к нам работать? Ну ты же, сейчас я тебе рассказал, как я работаю. И как ты думаешь, в России или куда-то вот такой рабочая обстановка устроит их всех? Я думаю, что не устроит. Поэтому никто не позовет, успокойся. Направо. Вот здесь вот раз одним. Не правая, а левая себе подправляй. Наоборот, опорная левая была у вратаря, тяжело было переложиться. Я не понимаю этого, честно, когда вратари это делают. Ты меня убей, Саня, я не понимаю это. Эта зона, если отбирают, у них остаются два игрока. Выбрал худший вариант, что был. Зачем ему туда катить? Еще иди в ширину. Что этот будет делать? Иди еще, не отдавай сейчас, а? Все в одну линию. Димка, останься здесь. Вот здесь вот уже пошел смысл, уже делай рывок вот сейчас. Каста, конечно, меня удивила. Вот такая позиция. Попал, бей в одно касание. Вот смотри. Подбирай ногу и правой. Зачем останавливать правой ногой? Просто в касание туда. Попал. Нет, а? Ну дай этой ногой, что ты там хочешь выдумать. Вот, отдавай в зону, все. Куда ты его шарашишь? Что ты в судорогах этих? Ну дай вот просто пас, вот кати. Я тебе скажу, у нас по моментам тоже было, а? Хоть мы и проиграли, но моментов достаточно хорошие. У вас есть разные группы футболистов, вы об этом сами сказали. Испаноговорящие, африканцы и так далее. Как не допустить того, чтобы они не стали разбиваться на группы или даже, например, не конфликтовали между собой? Нет, ну в любом случае конфликты все равно будут. Это точно так же, как в жизни. Они выходят на тренировку, где-то кто-то кому-то все равно. Один кого-то недолюбливает, второй еще кого-то. Где-то происходят групповые, там, ну, тренировка идет 10 на 10. Кто-то кого-то толкнул, это они бывают. Но вы знаете, я очень рад, что нам удалось объединить всех. Вот. Есть европейцы, вот как я могу сказать, есть африканцы, есть латиноамериканцы, есть южноамериканцы, там, бразильцы. Но, вы знаете, удалось объединить. И я не вижу
того, что есть какие-то коалиции, группировки. Они общаются очень здорово. Африканцы, вот все африканцы очень хорошо общаются и с колумбийцами, и с перуанцем, с Густаво, и с бразильцами. То есть я не вижу этого. Даже те ребята, молдаване, которые тоже у нас есть, они нормально вообще себя ведут и всегда вместе. Вот это мне нравится. Понятно, что где-то все равно присутствуют вот эти вот. Есть, допустим, то, что я вижу. Там, допустим, Густаво, Данила, Кастанеда, Крис, ну, Дасилва, сейчас Фернандо и плюс Бруно. Вот они в большей степени там всегда где-то, вот если летим куда-то, они там кофе, ну, вот, более близко дружат, можно сказать, или как. Но, тем не менее, я всегда добиваюсь у капитана команды и прошу, чтобы они собирались чаще вместе с женами, с детьми. Почему нет? Заказать где-то, Вы это прям просите? А? Прямо это просите? Да, делать? я им говорю, это нужно делать. Они меня даже приглашали уже не за. Я говорю, ребят, ну, мне как главный тренер, я могу прийти, но я не хочу нарушать вашу идиллию. Все равно язык немножко... То, что вы сядете, поужинаете или пообедаете вместе с женами, с детьми, это нормальное явление. Я не вижу никого из них, чтобы там был конкретный нарушитель там, режима спортивного. Почему нет? Бокал вина хорошего, да это только в пользу дела. И я знаю, что вот у нас сложнее в Украине было. Если вот так вот собираются, то сразу начинает с бокала вина, заканчивается чуть по-другому. Все равно есть люди, которые там могут, им этого мало. Здесь у них немножко другая культура. Как вы даете установку? На каком языке? На русском, а переводчик переводит на английский. А когда у нас теории, то я еще приглашаю еще 2 переводчиков. Это женщина Тамара, которая помогает в переводе для колумбийцев, перуанцев, то есть испаноговорящие, португалоговорящие, она так. А есть еще Аня, которая для африканцев, они в основном все франкоговорящие на французском. Приходится, ну, тяжело. Я тоже не полиглот, не буду скрывать. Так, где-то высказывания футбольные могу там ребятам на тренировке подсказать, там, крикнуть что-то. Потому что уже такой возраст. Все пытаюсь, но пока что, честно, очень сложно. С английским языком не знаю почему, но сложно. Хотя, я честно скажу, многие из ребят уже, особенно европейцы, есть Крис Дасилва, наш левый защитник, он здесь уже 5-й год. Он и понимает русский, и мне помогает уже как переводчик, что нужно донести. Вот есть на сегодняшний день уже 3 бразильца, там, он, Бруно и Фернандо, правый защитник. С ними мне уже очень просто общаться через Криса. Тот же колумбийцы, там, Данила, Кастанеда, перуанец Густаво. Густаво пользуется очень здорово и сам умеет, и меня уже научил в Google переводчик, этот телефоне вызываешь его, сказал, показал. Он мне сказал, наговорил, показал. Ну, приходится так, а как? По-другому никак. Самое важное, что они это понимают, самое важное, что в тактических тренировках приходится водить, брать за руку, показывать, рассказывать. Это нормально. Когда возникла идея позвать Вернидуба? Кто предложил? Как возникло? Ну, мой друг, агент Сережа, Сергей Бусуёк. Ну, до этого я знал его, Вернидуба, мы на сборах были, смотрели его тренировки, игры. Вот тогда запомнился. И потом Сережа, когда мы расстались с тренером, он, есть вариант Вернидуба. Я говорю, я помню его как раз. И давай, сначала думал, честно, много думал. Потом переговорил с президентом и сказал, что давай приглашаем, переговорим, посмотрим в глаза, что за человек. Надо же понять, знаешь, почувствовать. Это надо почувствовать, Нобель. Нельзя так просто, если не почувствуешь человека. Вот приехал Николаевич, сели, и знаешь, мне что понравилось у него, вот какую-то мысль начинаю говорить, знаешь, и он продолжает. Или он что-то думает, я договариваю его слова, знаешь, и какая... Химия. Да, вот это хотел сказать. Мы с ним спорим, иногда это все, ну, в общем, выходит, что совпадают идеи. Я не знаю, вот Кучук был такой, честно. Он, как отец мне, ну, вот в этом плане, что он тоже такой был. Вот у нас одинаковые мысли. Даже сейчас он, когда звонит, одинаковые идеи у нас.
Ну, наверное, это, я не знаю, химия, да, как ты говоришь. Но Вернидуб мне сказал, что он изначально сомневался. Сомневался, конечно, сомневался. Николай чуть не убежал, когда начали работать сюда. У нас никого не было еще, знаешь. И говорит, Важа, где футболисты, блин? А там тренировался 12 человек. Это вначале... Говорит, Важа, футболисты где? Я говорю, Николаевич, работаем, будет. Он даже, я думаю, что он уже чемоданы забирает. Что, блин? Мы задачи поставили сразу же, обозначили, что задача Лига Чемпионов, максимум, и в группу надо попасть. И... Вы поставили задачу Лигу Чемпионов в январе ему? Да, сразу. Я сказал, Николаевич, я мечтаю об этом. Ты как? Я тоже хочу Лигу Чемпионов. Я сказал, ты играл в Лиге Европы в группе с Зарьей, я играл и был директором Лиги Европы. Ты был в Лиге Европы, Николаевич, давай замахнемся Лигу Чемпионов. Он говорит, Важа, только из-за этого. Я только из-за этого прихожу, что хочу Лигу Чемпионов. Попробуем, а что нет? Ну вот через 2 недели он сказал, бля, где футболисты? Важа, блин. Я говорю, будет, Николаевич. Когда вы работали в «Заре», Андрей Лунин тогда перешел в Реал Мадрид. Да. Да, помню. Это ваш главный успех трансферный, скажем так? Это не мой успех. Это успех клуба, это успех, в первую очередь, моего непосредственно помощника, тренера по вратарям Александра Васильевича Наина, который и сейчас работает тоже здесь, вместе со мной в «Шерифе». Я думаю, то отношение к своей работе, понимание, поверьте, он до мелочей. У них как семья, своя... как говорится, республика в республике. Вратарская республика в общекомандном. Поэтому, конечно, было приятно, когда... Ну, мы знали, что на него есть интерес. Повезло нам, клубу «Заре», что на тот момент Днепр распался тогда, обанкротился. И мы тогда взяли 5 футболистов из Днепра. А кем вы больше гордитесь? Луниным или Малиновским, с кем вы работали чуть раньше? Не, ну, с Луниным год буквально. Он у нас просто здорово, так все у нас сложились, как говорится, карма вся и звезды, что мы прошли в группу. Он в группе выдал потрясающую игру Испании. Мы играли с Атлетик Бильбао. 1-0 их обыграли, Заря. И он там, ну, такое вытворял, что это просто. И его, кстати, после этой игры сразу же заметили и начали отслеживать. Получается, Малиновский ваша главная гордость? Я думаю, что да. Что дальше в вашей карьере? Планы? Дальше, вы знаете, после того, когда вот так вот все сейчас происходит, нужно все-таки довести дело до конца. Это первое, что я могу сказать. Да, у меня контракт, я не боюсь, это до лета следующего. Ну, посмотрим, что будет дальше. Конечно, хотелось бы, как я всегда говорил, я говорю, какой-то хороший, серьезный проект. Какой? Ну, есть некоторые варианты. В Украине можно найти, я думаю. Не начинать там с «Шахтера», с «Динамо», а более такие, ну, которые действительно есть условия для работы, есть база хорошая, есть материальная часть, то есть построить команду. Если какие-то точки соприкосновения найдутся, почему нет? Конечно, хотелось бы поехать, поэтому... Пообщавшись с вами вот эти пару дней, сейчас опять возьмусь конкретно за английский язык. Это самое буду. Может быть, последую твоему не примеру, а совету, да. Съездить на месячишку где-то в англоязычную страну и там пожить просто. И постараться вообще забыть украинский, русский язык, а попытаться общаться именно с людьми и научиться правильно общаться, расставлять все эти артикли и глаголы по своим местам. Варианты с Россией вы не рассматриваете? Нет. Я с 13-го года, ну, с 14-го. Нет. Это мое право, мой выбор. Я не хочу об этом. Ну, я это выбрал. Я еще раз повторюсь, я бы этого никогда не сделал. Это раз, потому что я родился в Украине. Эта страна мне дала все то, что мне сейчас есть. Я ей очень благодарен и очень сильно люблю, и готов за нее до конца идти, как говорится. Я никогда этого другого мнения не будет. Ну, а второй, мой отец, уже которого нету, он бы никогда бы этого не понял. Вот и все. Вы сказали о том, что в России работать не готовы. Когда вас приглашал «Шериф», фактор Приднестровья, что это такой пророссийский регион, вас не смущал? Да нет, ну, зачем мне должен... Я шел работать в Молдову. Тирасполь – это территория все равно Молдовы. Здесь, да, есть понятие
Приднестровье, Молдова, ну, все спокойно, все. Я вижу и сейчас, там, читаешь комментарии другой раз. Я не любитель этого, но читаешь, там, какой дают со стороны Молдовы, и здесь, ну, чуть отличаются. То есть видно, что есть все равно по сей день какая-то нелюбовь. Я говорю, как есть, мне скрывать нечего. Ну, это их проблемы. Я ж сюда приехал не для того, чтобы с кем-то ругаться или с кем-то что-то делить. Самое важное, что я не вижу каких-то военных действий или каких-то ненависти между людьми, которые живут в Приднестровье, или людьми, которые живут в Молдове. Достаточно много по городу видишь машин с молдавскими номерами, точно так же, как и в Молдове видишь очень много машин с приднестровскими номерами. Андрей, сейчас 10 утра. Что вы делаете на стадионе? Почему так рано? Неужели столько времени занимает подготовка? Да, подготовка занимает очень много времени, и даже не один день, как правило. Тем более такого матча. И сколько сейчас готовили? Ну, что значит подготовка? Это организация полностью матча. Это касаемо билетов, это касаемо входа, дресс-код, кто как одет, кто как обут. Это очень много значит на самом деле. Мы этому всему уделяем пристальное внимание. У вас есть дресс-код, как приходить на трибуну? Да. И какой он, если в двух словах? Цвета наши. Наши цвета и спортивная форма одежды. А есть, допустим, запрещенные цвета? Цвета ваших соперников, которые недопустимы? Ну, нежелательные, скажем так. Не соперников, ну... Просто весь сектор должен выглядеть однообразно в наших цветах. Сколько человек в движении у Шерифа, таких активных? Ну, активных. Они все активные. Основа — это где-то человек, наверное, 10-15. Это основа. По окружению там где-то человек еще 20-30. Это более-менее вот такой костяк, ядро. Остальные — это пришел, ушел. Ушел, пришел, уехал, приехал, вернулся, одумался, задумался. Андрей, вам сколько лет? 45. 45 лет? Да. И сколько лет вы активно болеете за Шериф, ходите на сектор? Активно не так уж и много, где-то лет 13, наверное. В 45 лет эта страсть еще не угасает. Почему? Как? Вот люди очень многие там в 20 лет этим занимаются, а потом думают, да я же взрослый мужик, зачем мне это все надо? Не теряется интерес, потому что, наверное, интересно, вот так банально. Это интересно, это хорошее хобби, я считаю. Это захватывает. Пока мне это нравится, я буду этим заниматься. И я не вижу пока предпосылок для того, чтобы заканчивать это. Выезд в Мадрид, выезд в Милан. Это во сколько денег вообще обходится? По нашим меркам нашего региона небогатого нормально. Но тут опять как? С чего Мне кажется, вот на пару дней съездить в Милан, съездить в Мадрид, это, наверное, нужно не меньше, чем евро там 300, 350, 400. Тут нет, можно немножко схитрить. Узнаешь результаты жеребьевки, узнаешь календарь, и в это же утро открываешь сайт какой-то лоукостера какого-то, выбираешь себе билеты подешевле. И откуда он летает поближе, потому что у нас аэропорта нет. Поэтому в Мадрид, с Бухареста, в Милан, с Яс. Билет недорогой, то есть туда-обратно, ну, проживание, там, добраться до Румынии туда, откуда мы летели. То есть, как бы, да, где-то, ну, евро 300, наверное, с человека. Тут зависит от тебя, как ты себя чувствуешь. Если ты хочешь жить полной жизнью, то это одна цена вопроса. А если ты скромно, как бы, ну, футбол самоцель, то тогда другая цена вопроса. Андрей, ну даже если мы берем 300 евро, мне кажется, это около средней зарплаты месячной в Приднестровье. Да, примерно так и есть. Но это цель такая, которую можно и нужно достигать любыми, мне кажется, способами. И оно стоит того. Когда мы еще попадем вот в такую ситуацию, я думаю, что не скоро. То есть вы отдали 2 свои зарплаты за 2 матча и не жалеете об этом? Ни на секунду не пожалел. А что, прям по паспортам билеты проверяют? Да. Билеты, оказывается, продаются по паспортам. Фанаты Шерифа призывали всех болельщиков приходить на этот матч в атрибутике. Где же эту атрибутику можно найти? Ваншоп Шерифа из Тирасполя. Которые сейчас играют, они, у нас таких нет в продаже. У них количество только на игру.
Как тебя зовут? Влад. Первый раз на футболе? Первый раз сегодня? За кого болеешь? За Интер. Я болельщик Интера со стажем уже, так сказать, с 98-го года. Местный, я с Тирасполя. А, вы с Тирасполя болеете за Интер? Да, конечно. Жеребьевка, эмоции были просто зашкаливали. Видеть их вживую, это уже... Вот главный успех. Хавьер, please, Forza Интер. Сегодня Forza Интер. Все, вот, знаете, автограф, вот. Вот он. Лучший день в жизни? Да. Вчера, это реально, это лучший день жизни. Это лучший день жизни моей. Обмен валюты, это, конечно, один из главных бытовых вопросов, которые приходится гостям Приднестровья решать, потому что карточек здесь не принимают. Но стадион — это же главное сооружение в городе, и он решает все вопросы. В 2 метрах от входа на стадион обменник. А это мы заходим на гостевой сектор миланского Интера. До матча еще примерно 1,5 часа. Здесь немноголюдно. Интересно, сколько вообще болельщиков сюда приехало. Вот такой вот у них будет вид. Как у вас тут дела? Все здорово, мне здесь нравится. Было тяжело добраться? Нет, не тяжело. А как вы приехали? Ну, из Италии сюда. Прямым рейсом? Прямым в Кишинев, а из Кишинева сюда. Как вам дорога? Да, с этим вообще никаких проблем. Сложная только бюрократия. Какая бюрократия? Итальянская. Там много процедур по возвращении. А приехать сюда вообще без проблем. А были проблемы с обменом валюты? Не, трудностей не возникло. А то, что здесь не принимают карты? Кара, машины, а мы на такси доехали. Окей, а как вы заказывали такси? Здесь ведь не работает ни Uber, ни другие приложения. Но в Кишиневе-то можно заказать такси в аэропорте и приехать сюда. А, то есть вы взяли такси в Кишиневе и приехали прямо к стадиону? Ну, не к самому стадиону. Машины останавливаются тут неподалеку, а после игры мы сразу возвращаемся в Молдавию. А что вы знали о Шерифе до этой Лиги Чемпионов? Я знал Шериф, потому что я люблю футбол, я люблю смотреть статистику, результаты. Я следил за статистикой Лиги Европы. И я знаю команду Шериф. Может, ты игроков Шерифа знаешь? Конечно. Ну, например, Тиль. Себастьян Тиль. Он из Люксембурга. Бруно хороший футболист, хороший, да. На Сан-Сиро отлично себя показал. И хороший вратарь. Очень хороший вратарь. То есть ты бы порекомендовал этих троих Интеру? Нет, Интер — это слишком высокий уровень. Но Бруно очень хороший игрок. А вообще у нас есть вратарская проблема. Ханданович. А у них очень сильный голкипер. Ханданович уже старый. Вам нужен кто-то на замену. Да, он старый, но он часть истории Интера. 10 лет в клубе, капитан. И мы его очень уважаем. Кого можно встретить по трибунам помещения матча Шериф-Интер? Я дам вам 100 попыток, вы не отгадаете ни с одной. Сергей Корнеленко, спортивный директор Примсоветов. Сергей, здравствуйте. Добрый. Какими судьбами? Появилась возможность просто и время, и свободное время, опять же, чтобы посетить матч Лиги Чемпионов. Причем была очень доступна, удобная локация, тем более со всеми ограничениями, которые сейчас есть в Европе. Поэтому появилась возможность посетить матч Лиги Чемпионов, посмотреть на удачное выступление, надеюсь, и сегодня тоже Шерифа, а также
не так часто выпадает возможность вживую посмотреть один из лидеров чемпионата Италии. Ну, профессиональные обязанности, я так понимаю, что тоже сейчас при вас, вы их прихватили? Не, ну, естественно, понятно, что сейчас на команду «Шериф» очень много обращают внимание, и есть много футболистов, которые привлекают свое внимание, но у них достаточно сейчас интересная турнирная позиция в Лиге чемпионов, и они могут пройти дальше, могут попасть в Лигу Европы, поэтому, конечно, в первую очередь посмотреть хороший футбол, а также познакомиться с руководством «Шерифа» и просто посмотреть хороший матч. Кто из футболистов «Шерифа» обращает на себя внимание сейчас? Вы имеете в виду для «Крыльев Советов» или именно для меня? Я вас ассоциирую с «Крыльями Советов» напрямую. Я смотрю в первую очередь сегодня футбол, и, наверное, не совсем правильно называть позиции, которые бы мы хотели усилить, тем более называть какие-то фамилии. Хорошо, кто смотрится в «Шерифе» на уровне достойном? Ну, если честно, мне кажется, что «Шериф» втелен командной игрой, и это тренерская команда. Видно, что у них сплоченный коллектив, поэтому кого-то одного выделять было бы неправильно. А вообще очень достойно смотрится команда. Ну, вот чисто теоретически, игроки «Шерифа» могли бы быть интересны «Крыльям Советов» по своему уровню? Они соответствуют уровню и амбициям «Крыльев Советов»? Ну, конечно, в первую очередь нашему чемпионату соответствуют футболисты «Интера». Ну, конечно же, если честно, это я все шучу. Конечно, есть интересные футболисты, есть на кого обратить внимание, поэтому можно сказать, что и рабочая поездка тоже. Джанлука, нравится вам в Тирасполе? Как вам здесь? Да, это прекрасное место, прекрасный такой античный мир. Впечатляющая атмосфера на стадионе и вокруг. Атмосфера, как будто 40 лет назад в Советском Союзе. И люди здесь очень приятные. А спорткомплекс у «Шерифа» великолепный. Просто великолепный. Особенно главный стадион. Я очень рад быть здесь. Мы тут на матче Лиги чемпионов «Шериф Интер». И пока счет 0-0. 0-0 в начале второго тайма. «Шериф» отлично справляется. Да, Интер играл очень хорошо в первом тайме, но не забил. Но в футболе бывает как? Забьешь один гол, и соперника... Один гол может раскрыть игру. Да. Я верю, что Интер в итоге одержит победу. Нет, не вариант. Не выиграет. Я понимаю. Ты из Молдавии, из Тирасполя. Ты за «Шериф». А я за «Интер». Не, я из Москвы, я из России. Я нейтрален. Но мы снимаем большой фильм про «Шериф». Мы познакомились с ребятами из клуба, так что мы им симпатизируем. Слушайте, а вы вообще много знали о «Шерифе» до жеребьевки Лиги чемпионов? Вы знали об этой команде, об этом месте? Что вам вообще было известно? Ну, я журналист, поэтому я должен знать хоть немного о каждой команде, о каждом чемпионате. Но я, конечно, больше работаю на топ-лигах. АПЛ, Бундеслига. Так что периферийные чемпионаты не моя специализация. Но я слышал о «Шерифе», потому что это очень особенная команда. И мне очень нравится... по-моему, у них замечательная эмблема. Это звезда. Сразу вспоминаешь США, Техас. Дикий Запад, да? Да. Это очень забавно. И мне нравится «Шериф» уже хотя бы за это. Я знаю, что они выиграли 19 национальных чемпионатов. 19 или 24. Но в любом случае в Молдавии это точно главная команда. Так, тут угловой. А какая была реакция на жеребьевку в Италии? Итальянцы посмотрели и увидели Реал Мадрид, мы знаем, Донецкий Шахтер, окей, это довольно известная украинская команда. «Шериф»? Что такое «Шериф»? Я уверен, что большинство вообще не представляло себе, кто это. Нет, это был сюрприз, большой сюрприз. Мы очень восхищаемся «Шерифом», потому что они обыграли Донецкий Шахтер.
А «Шахтер» возглавляет итальянский тренер Де Зерби. И сейчас Де Зерби знают все. Но главный сюрприз был во втором туре. Все думали, что это невозможно. Де Зерби в Тирасполе, наверное, сыграл слишком рискованно, слишком сильно в атаку. Такое могло случиться. Но когда они выиграли в Мадриде, на Сантьяго-Бернабеу, это было невероятно. Это было историческое гол. Гол Интера. Гол Интера, я рад. Брозович. Да, Брозович, извините. Бывает. Мяч в ворота команды Интер забил Адама Трауре, номер 9. Всем стюардов и персонала службы безопасности. Также соблюдайте социальную дистанцию. Спасибо за понимание. После матча прошло уже минут 40. Начинает морозить. Ночь в Тирасполе уже холодная. Но кто-то все еще надеется на чудо. А почему Лаутаро? Не знаю, нравится. Почему не Джеко? Ну, потому что он хотел в Барселону перейти, а мы болеем за Барселону. Наверное, он очень импонирует как аргентинец наравне с Лео Месси. Наравне с Лео Месси даже. Ну, удачи вам. Спасибо большое. Какие у вас эмоции? Вот не аналитика, а именно эмоции. Как-то гол в конце все-таки, он повлиял на ваше настроение? Любой проигрыш – это негативные эмоции. Но, тем не менее, мы заслужили то, чтобы участвовать в Лиге чемпионов именно в групповом этапе. Я думаю, и так ребятам, я их поблагодарил. Я считаю, они герои на сегодняшний день. Да, мы проиграли 3-1. Ну, кому мы проиграли? Мы проиграли команде, которая стала чемпионом Италии, которая всегда играет в этих турнирах, а мы только первый раз. Поэтому я рад за ребят. Плохо, что мы проиграли, но еще 2 игры, борьба еще есть, так что будем сражаться до конца, а там посмотрим, чем все закончится. Мы помним вашу аналитику по первому матчу, и она практически вся касалась выходов из обороны. Как побыстрее, отбившись, перевести мяч в атаку. Это вот то, чего сегодня не хватило, где все-таки не доработали? Я думаю, да. Где-то, если в первом тайме еще в начале силы были, где-то выбегали мы, потом, видно, все-таки подуставшие, видно, одни и те же люди играют, как в чемпионате, тем более нелегкая игра была с Петрокубом на выезде. Знаете, сложно. Давайте будем честны, неизвестно, буду я еще тренировать команду, которая будет участником Лиги чемпионов группового этапа. Поэтому для меня это очень дорогого стоит. Да я думаю, всем ребятам, которые здесь есть. Потому что неизвестно тоже, где кто будет играть, как будет играть и так далее и тому подобное. Поэтому не знаю, каким мне на всю жизнь это останется в моей, как говорится, сердце, что я провел игры против Интера 2 игры, против Реала 2 игры, против Шахтера 2 игры. Поэтому супер. В чем заключается рецепт вашего успеха? Вы даже когда в Зарю пришли, до этого команда боролась за выживание. При вас в первый же год стали другие результаты и уже Я места. думаю, любовь к работе своей. Я ж не знаю, как до этого те тренера здесь, как они работали, какой у них график работы был, как они... У меня, я могу, что мне скрывать, один график. Я в 9 утра здесь и в 9 вечера дома. Ну, в 8. Не так. Весь день я здесь. И весь день есть что делать. Смотришь, пишешь, думаешь и так далее. Где-то раз пошел, разгрузился, покурил на балкон. К сожалению, курю. Опять вернулся, опять. А то, что делают мои тренера, они могут сидеть по 5 часов, смотреть соперника, смотреть свою игру. И уже когда я прихожу, там, может, до мелочей все это самое, только какие-то эти самые устраняешь. И это ж кайф, когда так работаешь.